Добрый вечер, здравствуйте всем. Так, эфир вроде запустили. Девушки, дайте, пожалуйста, обратную связь, как там видно, слышно. Ну что, сегодня у нас одна из самых таинственных, загадочных, страшных и мрачных карт — это смерть. Да? Все ее очень боятся, ну, не саму смерть, а смерть тоже, но вот саму карту. Все ее пугаются, думают, вау, какой ужас, все, ничего не понятно, почему, зачем. Ну вот. Особенно странно, когда выпадает смерть в каких-то отчетливо положительных раскладах. Ты думаешь, ну как так, вроде бы плохая карта, негативная, да, как она играет. Вот сегодня мы разберемся в глубоком истинном философском смысле этой карты. Хорошо. Так, пока трансляцию начали, я, наверное, буду выкладывать, как обычно, несколько отредактированную версию эфира, то есть первые несколько минут вырежу, пока мы с вами, наверное, так давайте сделаем, пока мы с вами здороваемся, общаемся, потому как для меня очень важно живое общение с подписчиками в эфире, это очень важно, это помогает мне давать информацию более или менее внятно, по-человечески, так, как будто я в самом деле разговариваю вот с аудиторией, которая сидит передо мной. Так мне гораздо лучше идет подача информации. Так, добрый вечер. Из Санкт-Петербурга, из Липецка, из Николаева, из Германии. Кто-то радуется, что первый раз попадает на лайв. Добро пожаловать, добро пожаловать. Так, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Отлично видно, слышно. Хорошо, очень рад, что хорошо видно, слышно. Если что, сразу же сообщайте, если там какие-то проблемы, если музыка слишком громко, да, или если там что-то со звуком не так. В общем, сообщайте. Сразу же не стесняйтесь, прямой эфир, тут все можно. Так, все видно, слышно, отлично видно. Добрый вечер из Бреста. О, земляки, да, я много лет прожил в Бресте, очень-очень рад, что меня смотрят брестчане. Прям аж потеплело на душе. Добрый вечер, отлично видно, слышно. Как ваше здоровье? Спасибо, спасибо. Здоровье уже вроде получше. Неделька, конечно, выдалась последняя такая сложная, не из самых легких, потому как, ну, я не знаю, грипп, наверное, был. Ну, может быть, вот этот самый модный грипп, который сейчас, да, уж не будем озвучивать, я думаю, вы поняли, что к чему, но как-то, да, тяжелее, чем обычный грипп воспринимался, но мы вроде как грамотно, правильно все приняли меры. Так-то вообще, да, вся семья переболела, никто не ушел обделенным. Вот, на самом деле, там, у тех, кто привит, там все проще проходит, вот у нас проще прошло. Парацетамольчик, витамин С и много-много обильного питья теплого. И вроде, как вы слышите, я уже более или менее вменяемый. Спасибо, спасибо за заботу о здоровье, очень приятно тоже. Вам тоже всем не хворать, не болейте. Ростов приветствует. Ростову привет, Ростову привет. А какой эзотерический смысл вложил Уэйд? Поговорим сегодня, поговорим. Хотя, в принципе, у нас есть с вами лекция по основным таким значениям этой карты. У нас есть лекция раньше в плейлисте «Старшие арканы». Не стесняйтесь искать по каналу плейлисты. У меня, как правило, все видео собраны по плейлистам, чтобы вам было удобнее находить в плейлистах. Есть по порядку значения всех старших арканов. Сегодня мы разбираем с вами глубокий смысл, такой более философский. Может быть, он не всегда нужен в гаданиях, но тем не менее он тоже нужен, он тоже есть. Избегать его глупо, контрпродуктивно, вот, скажем так. Привет из Киева. Киеву привет. Вы прекрасно подаете карты через свое видение. Спасибо. Спасибо за оценку. Очень приятно. Из Ямала. Ямал. Ничего себе. Это вот тот самый Ямало-Ненецкий автономный округ. Это прям оттуда. Далековато, далековато. Очень рада, что все хорошо со здоровьем. Спасибо. А уж я-то как рад. Вы не представляете, я как доволен, что более или менее внятно себя чувствую. Добрый вечер из Минска. У меня по материнской линии вся родня из-под Минска. Рада видеть вас, пан Роман, здравия. Спасибо. Добрый вечер всем. Харьков приветствует. Харькову привет. Петербург. Хорошо. Ну что, перекличка состоялась, да. Те, кто хотел прийти, я думаю,
пришли сразу. Кстати, проверьте подписку, проверьте колокольчик, вот тот самый, да, который на заглавной странице моего канала на YouTube. Если вы видите, что он у вас отжат, нажмите, выберите все функции, да, вот сообщать все. Тогда вам будет обязательно приходить оповещение о том, что у нас начался эфир. Хотя YouTube шалит в последнее время, не всем высылает эти оповещения. На этот случай у нас есть с вами канал Пан Роман Таро. Ссылочка есть в описании к этому видео. По этой ссылочке переходите в Telegram, если у вас нет Telegram, скачивайте. Удобная штука, очень удобно пользоваться на самом деле. Вот. И там я самостоятельно уже оповещаю всех подписчиков, что у меня начался эфир, обязательно не пропустите. Вот. Добрый вечер. 4-й прямой эфир идет с проблемой. Нужно почему-то каждый раз подписываться на канал, не пойму, это автоматически происходит или происки. Спасибо. Это YouTube. Это YouTube, понимаете, есть проблема в том, что YouTube отписывает некоторых подписчиков. Я не знаю, почему это происходит. Вот, наверное, чтобы как-то снизить популярность канала, по каким-то причинам YouTube по своим алгоритмам высчитывает, что моему каналу лезть повыше не надо. Нужно запускать в эту тему других, более, скажем так, продуктивных тарологов, которые стреляют как из пулемета каждый день по нескольку видео, такие вот поверхностные, ни о чем, но тем не менее туда можно впихнуть много рекламы. Вот, поэтому для YouTube это выгодно. Мой канал не очень выгодный для YouTube, поэтому немножко начинает отписывать людей. Не стесняйтесь подписываться заново, проверять. А лучше всего переходите на канал в Телеграме. Там в любой момент вы будете видеть, что я живой, что со мной все в порядке, что эфиры проходят. Даже если YouTube что-то не хочет. Ну вот видите, кому-то присылает оповещение, а кого-то отписывает от канала самостоятельно, да. Вот. YouTube умничка, за сутки прислал уведомления и за полчаса. А вот Telegram мне не сообщает ничего, хотя и включены уведомления. Я проверял. А вы точно на канал подписаны? По ссылочке сходите, проверьте. Доброго вам вечера. Я вот только что выслал в Telegram оповещение, что мы в онлайне. Минимум 52 человека увидело. Вот. Так что те, кто захотел увидеть, те увидят. Окей, ну что, давайте начинать потихонечку, не будем томить, потому как тема сегодня ясна, понятно. Какие-то другие случайные темы мы будем с вами озвучивать на других эфирах. Я планирую все-таки освободить немножко свое время и по вторникам все-таки проводить еще эфиры, как и планировалось ранее, но вот не совсем получалось, да. Но вообще было бы хорошо каждый день выходить в эфир, но на это никаких моих человеческих сил нет. Вот, хотя мне очень-очень нравится. Вот, и Telegram и YouTube сработал отлично. Вот видите, у кого-то хорошо работает, а кому-то YouTube решает, что не надо. Да, точно подписано, я сообщение вижу, но он не брончит. А там нужно включить звуковое оповещение еще. Потому что он может показывать сообщение, но чтобы не звенело, вот там есть кнопочка «Включить звуковые оповещения», «Выключить звуковые оповещения». Это в Телеграме, в тележке. Я его называю либо телега, либо тележка. Оно так веселее, что ли. Привет из Архангельска, из Самары. Город Львов. Отлично. Москва. Масонский заговор. Да. Масонский, конечно. Чем же еще? Чем же им там еще заниматься в этой своей масонии, кроме как заговариваться? Все включено честно. Ну, я не знаю. Это что-то с вашей стороны, скорее всего. Так, ну что? Из Твери. Добрый вечер. Давайте начинать будем, да? В принципе, вот это вот все вступление и прочее, я не знаю. Может быть, оставлю, может быть, вырежу. Ну, будем решать, будем смотреть. Сегодня у нас та самая смерть. Страшный, пристрашный старший аркан. Номер 13. Тоже, как бы, да, в тему циферку многие боятся. Вот. Почему эту циферку многие боятся? Ну, давайте сразу поясню. Цифра 13 — это определенный выход за пределы. Определенный выход за пределы чего-то реального, существующего. Вот. Можно сказать, что 12 часов
в дне, да, 12 месяцев в году, дюжина. Это, в принципе, еще тянется с тех времен, когда считалось, что 12-ричная система исчисления, она более правильная для понимания окружающего мира. Вот. Ну, скажем так, в знаках зодиака до сих пор это осталось. Те, кто считают, что 13-й знак зодиака существует, Змеелов и прочее, ну, просто не совсем точно понимают, о чем речь идет, поэтому на это обращать внимание не стоит. Вот. А по сути 13 это выход за пределы 12. 12 что-то понятное, очевидное, 13 это уже что-то за пределами, страшное, чужое. Что-то неправильное может быть, потому что правильное, вот наши все 12 месяцев, вот они есть. Вот наши 12 часов. Какой-то там еще час добавочный. Это что-то не то. Чертова дюжина. Дюжина это хорошо, 12. Да? А вот чертова дюжина это 13. Это что-то лишнее, это что-то неправильное, чужое, сбоку припека, то, что пришло, приклеилось, да, не свое. В чатике пишут, что 13-я зарплата это же круто. Да, но это же какая-то неправильная зарплата, ее быть не должно, по сути. Это, конечно, приятно, да, но тем не менее это не то, что вы заработали. Это как бы неправильная зарплата, не подпадающая под какие-то правила. А правило очень простое. Месяц проработал, получи зарплату за месяц. 13-я зарплата это такая вот. И она может быть, а может и не быть. Это уже как начальник решит. Сегодня 13 число. О, слушайте, точно. 13 февраля. Сегодня же 13 число. Хорошо. Ну, нумерология это такое. Это скорее к матрице судьбы, коду судьбы, вот к этой всей интересной системе, да, о ней мы поговорим потом. Я ее чуть-чуть исследовал, глянул, что и как, там очень интересно, забавно, скажем так, еще один новый велосипед, который изобрели. Вот. У меня просто часто спрашивают в последнее время, что такое матрица судьбы, код судьбы. Пан Роман, верите вы в это все дело или нет? Что вы можете сказать? Скажу. Ну, наверное, вот на откровенных эфирах постараюсь во вторник эту тему как-то раскрыть, может быть, полнее, потому как, ну, там в самом деле интересно. Вот. Собственно, по смерти. Лекция по значениям с этой картой уже есть. Посмотрите в плейлисте «Старшие арканы», аркан номер 13, он так и называется, смерть, думаю, не промахнетесь. Вот, сегодня мы вспомним кое-что из того, что говорилось уже, но так скорее для фона, чтобы вы глубже поняли, о чем идет речь. Мы пробежимся еще раз коротенько о том, что такое 8-й дом, что там Уэйд говорил по этой карте, кто такой Анубис, причем он тут вообще, тут же у нас вроде на карте нет никаких собачков, да? Где же они все? Ну вот, посмотрим. Причем тут собаки? Вспомним Аида с его цербером, Гекату, богиню ядов и магии, которые жертву приносили собаками на перекрестках. Вот. Немножко коснемся дикой охоты. И вот те самые интересное кино, фильмы, которые говорят об этой карте, о понимании смерти в том либо ином виде. Либо в таком, в голливудском, со взрывами и спецэффектами, вот, и со всякими вот масонами, да, и прочими саентологами в виде Тома Кукуруза, в лице Тома Круза, вот, и, скажем так, более серьезно затронем тему авторского кино, там фонтан это что-то сумасшедшее. Если вы хотите понять тему смерти, тему этой карты, обязательно посмотрите кино «Фонтан» Даррена Аронофски. Ничего круче на эту тему быть не может. Это я гарантирую, как человек, который фильм этот пересматривал, ну, наверное, раз 10. Это один из моих любимых фильмов, наверное, даже любимый. Очень уж это крутое произведение, и актеры великолепны, и режиссер, в общем, все просто. Все просто. Нет слов. Хорошо. Давайте все-таки какие-то слова найдем, чтобы вспомнить, что такое 8-й дом, 13-й старший аркан.
Ну и время от времени я, конечно, буду отвлекаться на чатик, читать, что вы там спрашиваете, что вы пишете. Если у вас есть что-то интересное, пишите. Я с удовольствием прочитаю, я открыт всему новому, любым новым взглядам. Обожаю впитывать новую информацию и потом делиться с другими людьми. Добро пожаловать, подписчики канала. Вот к нам люди присоединяются мало-помалу. 8-й дом. Значения, которые я тут освещаю, это, в принципе, значения такие стандартные, скорее. Астрологические, я уже не помню, с какого сайта я взял. Сайт более или менее толковый, дает стандартные значения домов, знака зодиака, планет. То есть это примерно как видят разного рода астрологи 8-й дом, в котором у нас и располагается вот та самая карта. Напомню, что это Скорпион, 8-й дом, карта смерть, 13-й старший аркан. Относится, ну, сложно сказать, то ли к Плутону, то ли к Марсу. Я бы сказал, наверное, ближе все-таки к Марсу. Вот. Но фоново, да. Вообще связывать напрямую карты со знаками зодиака и с планетами сложно, потому как это, ну, получается такое, знаете, как я люблю говорить, натягивать сову на глобус. Обязательно где-то будет морщить, обязательно где-то будет расходиться по швам. Все-таки это две разные системы, хотя и очень близкие. Основаны примерно на одном и том же. Вот. Но созданы они в разное время. И карты Таро на несколько веков старше. Вернее, карты Таро младше. Вот. Они только в Средневековье к нам пришли. А вот колесо зодиака гораздо-гораздо раньше. Давайте вспомним, что такое 8-й дом и что к нему относится. Фоново так окрасим, да, эту карту. Приданное, наследство, долг, кредит, работа с чужими деньгами. В принципе, приданное и наследство — это и есть чужие деньги, которые вы не сами заработали, а которые вам пришли со стороны. Либо от родителей, либо по наследству от кого-то там еще достались. Чужие деньги. По 8-му дому идет работа с чужими деньгами. Какие-то крупные финансы, особенно безналичные. То есть деньги, которые есть, но их как бы нет. Они не у вас, они лежат где-то в банке. Это как бы чужие деньги, которые на самом деле лежат у кого-то другого. Хотя принадлежат вроде вам. Крупный бизнес. Почему крупный бизнес и крупные финансы? Там велики риски. Когда ты вкладываешься, ты рискуешь прогореть полностью, лишиться вообще всего. Чем крупнее бизнес, тем крупнее твои риски, скажем так. Смерть, опасность, смертельные болезни. Ну, тут само собой понятно. 8-й дом, карта смерть, смертельная болезнь. Это что-то неправильное. То, что может вывести нас из состояния правильных 12 знаков зодиака куда-то еще, за пределы, за грань. Увести за собой. В другой мир. В чужой, в не наш мир. То есть, если мы вспоминаем 2-й дом, телец, там императрица и император, там наш привычный домашний мир, наше земное существование материальное, да, то вот 8-й дом — это что-то другое, нереальное, запредельное, материальное, но там, где-то в другом мире. Это деньги, но чужие. Вроде бы наши, но где-то в другом месте. Это то, что приводит не к жизни, а к смерти, к переходу в другой мир. Вот 8-й дом — это тематика потихонечку перехода в другой мир. Как это может происходить? Ну, об этом чуть-чуть попозже. Любого рода опасные события, которые смертельные, могут привести вас к смерти, да, и перевести в другой мир. Магия, мистика, паранормальные переживания. Почему? Потому что магия — это необычный, непривычный способ воздействия на наш материальный мир. Нормальные люди действуют своими методами, своими способами, так как они могут чем-то своим, да, привычным. По тельцу, по 2-му дому берут что-то материальное, воздействуют на материальный мир, в котором они находятся. По 8-му дому скорпионы воздействуют магическими средствами, какими-то запредельными, неправильными, которые могут нанести обиду, вред, привести к смерти, какие-то яды, что-то вот такое вот. Все, что неправильно для нормального материального мира. Выходит за грани, переступает рамки, беспредел такой, да? Опасное поведение. Опять же, по 8-му дому часто идут и преступления. Почему? Потому что 2-й дом с императрицей и императором — это родители, которые олицетворяют еще и закон. Да? То есть отец создает определенные правила, закон. 2-й дом,
это закон и порядок, к которому вас приучают с самого раннего детства. А 8-й дом — это выход за пределы этого закона, этого привычного материального мира, делать что-то уже по-своему. Потихонечку это переход в 9-й дом, да, и там ты уже все делаешь по-своему, так, как тебе нравится, так, как тебе твой внутренний, дьявол вот этот бес говорит: давай, попробуй не так, как все, а по-своему. Потихонечку 8-й дом нас к этому готовит. Сначала мы заглядываем в этот потусторонний мир, неправильный, запредельный, беспредельный, да, а потом по 9-му миру потихоньку туда уже суемся полностью. Секс по 8-му дому идет. Почему? Причем секс какой? Не для размножения, да. Секс по 8-му дому идет секс ради секса. Сама тематика секса. В 8-м доме секс идет как размножение. Ой, во 2-м доме, в Тельце, в приумножении чего-то материального. Секс идет по 2-му дому, по увеличению количества людей на Земле, по увеличению количества членов семьи, когда мама с папой делают секс для того, чтобы получился ребенок, чтобы количество людей в семье увеличилось. Вот. По 8-му дому это неправильный секс, запредельный, который существует только для удовольствия, как бы грешный такой, да? Вот у нас тут добродетель, правильное поведение для увеличения. Как-то плодитесь и размножайтесь. Вот это правильно. А тут секс для удовольствия. Понимаете? Поэтому это секс-секс, а не секс для размножения. Вот. Дальше. Опасные виды деятельности. Те, которые могут привести к смерти. Туда же идут уголовники, милиция, военные, каскадеры, те, кто рискуют потерять вот этот самый 2-й дом. Выйти за пределы этого 2-го дома. Выйти за пределы материального мира, то есть умереть. Трансформация. Как, что, почему, в каком направлении нас изменяет, делает нас другими людьми. Вот у нас был правильный человек по 2-му дому, мы привыкли быть какими-то, да, а по 8-му дому мы начинаем потихонечку меняться. И вот карта смерть у нас отвечает за что? Отвечает за то самое изменение, которое должен пройти каждый человек, любой человек. Должен часть себя убить, часть себя должна умереть, чтобы получить возможность поменяться полностью. Это тематика перехода из живого мира в следующий мир, в потусторонний. Это тематика духовного возрождения. Но еще не до конца возрождения, потому что возрождение, оно переходит, оно происходит позже, но сначала нужно умереть. Сначала что-то в вас должно умереть, чтобы родилось заново. Обязательно какой-нибудь старший бог в какой-нибудь религии должен умереть, чтобы потом воскреснуть. Вот карта смерти — это сначала он умирает. Это как гусеница в коконе, да? Гусеница и бабочка — это одно и то же существо. Абсолютно одно и то же. Это не два разных существа, одно и то же, которое трансформируется. Вот гусеница в коконе, она умирает, потом из него появляется, рождается бабочка. Для того, чтобы родилась бабочка, должна умереть гусеница. Почему по смерти идет отказ от чего-то? Нужно избавиться, убрать из своего материального мира то, что мешает тебе развиваться дальше. Это как та самая сказка с полным и пустым кубком. Да? Для того, чтобы наполнить кубок чем-то правильным, ты должен его сначала выплеснуть, вылить, убрать все лишнее, потом заполнить его правильным знанием. Убрать из своей жизни неверные, неправильные действия, ошибочные действия и возродиться к жизни новым человеком. Тематика крещения, утопления человека в реке и возрождения его заново, ты рождаешься новым человеком. Тебе дают новое имя, поэтому там и река, как символика перехода из одного состояния в другое. Поэтому это водная карта. Если мы хотим что-то спрятать, чтобы оно исчезло в нашей жизни, из нашей жизни, мы можем утопить это совсем, чтобы оно исчезло. Откопать мы можем, а вот достать с глубокого дна реки средневековый человек не мог. Поэтому то, что ты кинул в реку, оно пропадало. Либо уплывало от тебя, либо падало на самое-самое дно, где ты его уже не найдешь. Вот. Поэтому тематика смерти — это тематика избавления от чего-то неправильного. Того, что мешает тебе стать высокодуховным человеком и продолжать развиваться уже
дальше по направлению к вечной жизни. Вообще, надо сказать, что тематика смерти присуща в основном, конечно, древнеегипетской мифологии больше, религиям. Почему? Потому как у них вообще, в принципе, вся жизнь была таким приготовлением к самому лучшему моменту в этой жизни, к смерти. То есть считалось, что вот помрем мы, и вот тогда там, на том свете, уж мы заживем. Самое главное вовремя в течение нашей материальной жизни приготовиться, умереть правильно, и тогда все у тебя будет окей. Был ты правильным человеком в течение жизни, боги в загробном мире тебя оценят, взвесят, рассудят и скажут: ну окей, этот ничего, этот может как бы идти в рай, да? А вот этот что-то хулиганил, давай либо в ад, либо в колесо сансары опять заново, как тот самый кот в стиральной машине, болтаться. Вот. Вот так вот как бы простенько. Что такое смерть? Смерть это не просто исчезновение ваше из материального мира. Ну, как бы для всех других, да, вы исчезли. Но для себя вы просто трансформировали свободную душу, которая потом улетела куда-то туда, куда нужно. Вот, ей там виднее. Давайте немножко пробежимся по мифологии, чтобы вспомнить. Да, допустим, Анубис. Причем тут Анубис, причем тут собачки? Во-первых, бог Анубис — это страж весов на суде Осириса. Это проводник. Он вас ведет туда, где потом над вами будут совершаться любого рода исследования. Достойны вы, либо недостойны. Правильно вы жили, либо неправильно. То есть вот на этом самом суде Осириса человека, которого этот самый Анубис приводит к этому самому Осирису, да, взвешивают его сердце и решают, ну, то есть душу, да, и решают, он был хорошим либо плохим. Легче ли его сердце, чем перышко? Если легче, значит, там нет ничего такого, ничего на сердце не лежит, никаких камней за душой человек не держит, чист перед самим собой. Значит, молодец, значит, хорошо, может дальше идти радоваться существованию, но уже тому загробному, более правильному с точки зрения древних египтян. Дело в том, что Анубис — это древнеегипетский бог погребальных ритуалов. Он позволял правильно перейти в другой мир. Что такое вообще суд Осириса? Это понимание, что человек... Вернее, это взвешивание, что человек делал правильно, а что неправильно. Что у нас идет по 8 и по 2 дому? Правильно и неправильно, да? Правильный материальный мир, твой материальный мир, и неправильный, ошибочный, то, что нужно убрать из своей жизни. Вот если ты правильно жил по 8 дому, удалял из себя все негативное, да, к своей смерти ты перейдешь чуть ли не святым человеком, да? И правильно перейдешь в тот самый мир. Собака одинаково хорошо видит и в темноте, и на свету. Ну, не то, чтобы там зрение у нее таким образом устроено, там скорее нюх. Да? То есть она может увидеть как бы своим нюхом то, чего мы не видим, то, что за углом находится, да? То есть то, что не в нашей реале зрения, да? Секторе зрения, как бы не находится в нашем материальном мире. Собаки нас предупреждают об опасности, которая может нас внезапно привести к смерти. То есть собака нас оповещает об ошибочных действиях наших. Если помните, в старшем аркане, где он у нас тут есть? В старшем аркане Шут у нас белая собачка, это символика предупреждения опасности. Она своим лаем предупреждает Шута о том, что ты сейчас свалишься вообще вниз. Вот, уберегает от опасности. Вот. А собакам мы делегируем свой страх. Эта тема идет и по Луне. Опять же, там есть собака и волк. Прирученный, как бы волк — это и есть собака. Да? Волк — это то, чего мы боимся. Помните, волков боятся в лес не ходить. Собака — это то, что нам помогает бояться того, чего мы не видим. Так вот, собака своим лаем уберегала нас от ошибок. Уберегала охотника на охоте от того, что собака чует, что в каком-то соседнем кусту притаился тигр. Своим лаем предупреждала человека. Собака сторожила пещеру,
Если подходила какая-то опасность, собака ночью оповещала нас лаем, пока там все люди спят. То есть мы делегируем собаке свой страх и заботу о решениях правильных и неправильных. Вот. Что правильно, что неправильно. Собака помогает найти нам дорогу. Проводник такой, да, вот поэтому Анубис прямо за ручку ведет человека в нужную, в правильную сторону. Там, где с ним разберутся правильные товарищи. Вот. Поэтому в любом случае тематика взвешивания правильных человеческих действий, она позволяет нам понять, где мы правильно действуем, а где мы действуем неверно. Ошибочные действия, которые могут нас привести к смерти, если говорить о материальном мире. Теперь тематика богатства, денег. Почему в 8 доме идут богатство и деньги? Ну, во-первых, там своеобразное богатство и деньги. Аид или Плутон у этих самых, у древних римлян уже. У древних греков был Аид, а у древних римлян был Плутон. Плутон получился из смешения понятия Аида и понятия Плутоса, древнего бога богатства. Просто подземный бог, он накапливает эти самые богатства, поэтому древние римляне уже там перестали разделять Плутоса и Аида, просто все слили в одно, пусть он будет у нас Плутоном, да, пусть бог смерти будет богом богатств. Потому что когда человек умирает, его хоронят, кладут в землю, отправляют к подземному богу. И, соответственно, из земли у нас получаются какие-то богатства, да, нам дарят то, чем мы можем питаться, какие-то руды. Сейчас мы нефть прямым ходом качаем, да, газ и вот прочие там полезные и ископаемые. Все это пришло сначала к богу Аиду. Все, что умирает, уходит в землю. Гостеприимный, щедрый, богатый бог подземного мира. Вот, у него была собачка. Ну, как собачка? Вообще-то она была змея. Почему его стали называть, вот этого самого Цербера, стали называть собакой Аида, псом Аида? Потому что укус змеи ядовит. Змея ползает по земле, вылазит из нор, да, то есть она как бы из-под земли вылазит, кусает тебя, и ты умираешь. Это собака, которую послал Аид, чтобы не называть ее напрямую. А древние греки считали, что если назовешь что-то, оно бац, тут же появится у тебя в жизни. Да, ты типа призовешь богов к исполнению озвученного своего желания. Поэтому, чтобы не призывать змеи, они давали им такие имена. Это вот, ну, та штука, такая вот. Какая такая? Ну, вот такая. Ну, как бы пес Аида. Понял. Это вот то, о чем лучше не упоминать. Ну, пес Аида, я понял, что это. Образное название, метафора. Да, поэтому змей стали называть псом Аида. Ядовитых змей. Поэтому в таком роде собачка у нас ядовитая. Да? Геката теперь. Та же самая богиня преисподней и всего таинственного, богиня ведьм, ядовитых растений и многих других колдовских атрибутов. Во-первых, колдовство — это неправильные какие-то действия, ошибочные с точки зрения правильного человека. Да? Правильный человек делает все по-человечески, нормально, правильно. Неправильный человек идет и колдует. Страшный колдун, да? Ошибочное с точки зрения правильного человека действие. Ядовитое растение — это, собственно, то растение, которое ты можешь съесть ошибочно и умрешь. Потому что, ну, понятно, да, яд все-таки. Богиня мрака, ночных призраков, кошмаров, волшебства, повелительницу теней. На улицу ночью выходить было раньше нельзя. Это неправильное действие. Ты погибнешь, потому что тебя сожрут дикие звери. Ну вот. Потому что ты их вовремя не увидишь, они тебя хорошо видят, ты их плохо видишь. У тебя меньше шансов выжить, поэтому детям на улицу выходить было нельзя после захода солнца. Ну, вот такой запрет на переход в другой мир. На пересечении как бы порога вот этой самой безопасной домашней пещеры. А вот эта богиня, она и там, и здесь, она везде. Да, она умеет переходить, она умеет находить путь и в один мир, и в другой, поэтому она считалась богиней перекрестков. Она знала как правильные, так и ошибочные действия. Как правильный путь, так и ошибочный путь.
Вот богиня Геката, чтобы указала тебе правильный путь, а не ошибочный, нужно было ей приносить жертвы. Приносили жертвы собаками, потому что, опять же, это очень родственное все. Собака тоже указывает правильный путь, она тоже ведет. Поэтому считалось, что собака вот это как бы ее слуга. Вот такие дела, пироги. Опять же, выступала как предводительница той самой дикой охоты, то есть такое как бы немножко другая ипостась дневной богини диких зверей, Артемиды, опять же Луны, вот. Но тут скорее такое ночное, совсем мрачное божество, она была предводительницей дикой охоты. А дикая охота это тот, кто забирает детей, которые нарушили запрет, вышли ночью из дому, прилетела дикая охота, забрала. Ну, какие-то чужие люди прискакали, забрали ребенка, как это, цыгане увели ребенка. Это та самая дикая охота, кочующая по всему миру. То, от чего надо бежать детям, которые могут совершать ошибки просто по незнанию. Отсюда у нас идет еще такая тема, что смерть и Скорпион, и 8-й дом – это работа с чем-то чужим. Запредельным, да, вот, у тебя твой ребенок, ты присматриваешь за ребенком, ты по 2-му дому правильная мать, да, правильная мать, правильный отец, те, которые растят своих детей. А вот неправильные дети, чужие дети, да, потому что правильные свои, чужие неправильные. Вот когда человек работает с чужими детьми, это няня. Что делает няня? Няня суровая, она указывает на ошибки, она запрещает. Мама любит, няня наказывает. Да? У элиты, когда они не хотели портить отношения со своим ребенком, они нанимали вот ту самую няню, которая мало того, что присматривала, если нужно было наказать ребенка, старались сделать так, чтобы няня наказала, а мама потом, если что, пожалела, чтобы ребенок больше любил мать. Вот. Та самая Мэри Поппинс, да, которая была такая строгая, неправильная женщина, потому что жила одна, летала на зонтике, и вообще какая-то магия странная, да, такая. Вот это и есть та самая смерть. Смерть нам указывает на неверные действия, на неправильные ошибки. Понимаете? Вот как Мэри Поппинс тыкала зонтиком и говорила, это неправильно, это неправильно, это неправильно. Она ходила и всем вот этим, если вы помните фильм, да, вот советский фильм про Мэри Поппинс, она всем говорила, что они делают не так. Но при всем этом воспитывала детей правильно. Всякими магическими средствами. Поэтому работа с чужими детьми, работа с чужими деньгами, потому что Аид не сам создал эти богатства, они к нему как бы пришли. У него закопали. Все, что умирает, уходит, обогащает Аида. Вот такие дела, пироги. Что там Уэйд говорил по поводу этой карты? Трансформация, переход от низшего к высшему. Изменение. Да, вот та самая смерть той самой гусеницы в коконе, бабочка, которая рождается из умершей гусеницы. Вот этот процесс умирания гусеницы. Естественный переход человека в следующую стадию бытия. Либо есть, либо может быть единой формой его прогресса. Вот это то, что говорил нам Уэйд по этой карте. Возрождение, творение, место назначения, обновление и отдохновение. Да? То есть наоборот, как бы так смотришь, ничего себе, вроде бы позитивные такие значения у прямой карты. А? Даже по Уэйту. Состояние мистическое смерти без покидания мира живых. Есть перемена формы сознания. Вот. Это то, что нам Уэйд говорил. Хорошо. Про дикую охоту я уже сказал. Да? Там, как правило, всякие ведьмы и прочие нехорошие мертвые люди скакали. Да? Чужие люди. Вообще, 8-й дом — это тематика чужого. 2-й дом — тематика своего. 8-й дом — тематика чужого. Все, что чужое, приносит смерть. Чужой человек пришел, убил. Чужак. Раньше увидеть чужака — это, ну, фиг его знает. Может, он тебя убьет, может, ты его. Как получится. Это сейчас мы с интересом знакомимся с чем-то чужим. Хотя до сих пор глубоко в сердце каждого человека тлеет ксенофобия. А ксенофобия — это боязнь чужого. По 8-му дому мы боимся всего того, что нарушает границы нашего привычного мира.
что-то новое, непривычное. Люди, которые ортодоксы такие, вот они по второму дому сидят крепко, как тельцы, рогами в землю уперлись, я ничего нового знать не хочу. Вот, что-то новое, трансформация, переход из старого в новое, это ксенофобия, это боязнь чего-то чужого, то, что может тебя обновить. Если вы не боитесь этого, тогда вы сознательно идете на какие-то опасные действия. Да? Вы принимаете чужака в семью, обновляете кровь рода, скажем так. Лотерея, грин-карт, да, в Штаты, многие играют. Почему? Там же случайный выбор, да, это какое-то неправильное действие, которое не подвержено никаким правилам, да. По правилам это дать право на жизнь в стране этим самым людям с профессией, перспективным, правильным, новым гражданам, да, проходить естественный отбор. А вот такой случайный выбор, он неправильный. Но тем не менее, он позволяет внести что-то новое. Внести какую-то свежую кровь в застоявшиеся жилы, скажем так, рода, нации, добавление чего-то нового. Вот, это все тоже 8-й дом, пересечение, эмиграция, переезд в другую страну. Как-то так. Ну и пляска смерти, Данс Макабре, да, это понимание того, что все мы умрем, все мы пересечем эту границу, все мы поменяемся рано или поздно. Что ты священник, что ты молодая женщина, что ты там царь-король, царь-царевич, король-королевич, неважно, все мы пляшем со смертью. Момента мори — это помни о смерти. Но не для того, чтобы ее бояться, а для того, чтобы поменять, чтобы помнить, что ты должен меняться, ты должен готовиться к этой смерти и меняться в лучшую сторону, чтобы все успеть. Вот. А так-то смерть косит всех. Это достаточно известный в средневековье сюжет, что смерть вообще не делает разницы между мужчиной и женщиной, богатым, бедным, косит всех подряд. Поэтому на старшем аркане у нас тут и король, и священник, и ребенок, и женщина, все подряд. Вот. Там нет какого-то правила. Там нет правила. Там просто ровно ко всем. Никаких правил. Неважно. Создавай ты себе правила или не создавай, все равно будешь это самое. Статуя свободы шапочку у Гекаты срисовала. Сложно сказать по поводу Гекаты. Да, есть такая тематика, что свобода и смерть — это человек при трансформации освобождался. Поэтому Геката — это одно из олицетворений свободы. Вот, у Гекаты, да, в самом деле, вот это как бы шапочка, да, ну вот этот венец колючий. Это как бы сияние такое, рога, что угодно может быть. Я не разобрался толком, как-то не было нужды разбираться. Но на самом деле в Нью-Йорке, да, стоит статуя свободы с такой же шапочкой, как вы в чатике пишете. Это символика скорее изменения, перехода из одного мира, из старого света в новый свет. Отдаленно, да, это Геката тоже. Но как это? Смерть освобождает вас от всего. Вы как бы умираете для старого мира и рождаетесь в новом. Это ощущение свободы. Свободы от своих старых привычек, от старых проблем. Вот. Геката, кстати, освобождала от порчи, от магии. Она не то чтобы создавала магию, она и освободить могла. Убрать что-то лишнее, чужое. И вообще, если мы берем тему ведьм, это, конечно, 8-й дом. Скорпионы, да, ядовитые, какие-то неправильные. Потому что правильно убить человека — это с воинской доблестью, мечом, в открытом, честном бою. А неправильно — это тайком, ядом, отравленной стрелой, чем-то таким вот, чем-то невидимым, то, чего мы не видим, той опасностью, которая для нормального человека в реальном мире ее как бы нет, ее не видно, она не существует. Поэтому все колдовство идет по 8-му дому чаще всего, потому что это неправильный способ там избавиться от человека, убить человека, да, нечестные такие действия, которые чужие. Вот все, что наше, правильно, оно правильно, а все, что чужое, оно неправильно, да. Грешное такое, как бы.
По значениям проходить не будем. Я в основной лекции об этом уже говорил. По поводу кино. Помните интервью с вампиром? Правильный человек, он живет нормальными средствами. Он питается, он зарабатывает на жизнь, он как-то кушает, чтобы существовать. Вампир — это неправильный человек. Он как бы вроде бы уже умер, но еще не до конца. Он как бы перешел в другой мир, но задержался еще в этом. И для существования ему нужно не как нормальные люди питаться, а как неправильные люди питаться чужим. Чужой кровью, чужой жизнью, чужим имуществом, богатством, прочим всем этим, да, они высасывали из человека его жизненные силы. Не свои создавали, а высасывали из другого человека. Поэтому тематика вампиров — это 8-й дом, это та самая смерть. Граф Дракула — это у нас, ну, вообще такой вот сосед смерти, да. Ну вот он мог перевести тебя в дивный новый мир мертвяков, этих вот упырей несчастных. Вот. И, кстати, в этом фильме «Интервью с вампиром» там рассматривалась как раз тематика перехода, изменения. Маленькая девочка, да, которая не могла меняться и очень страдала из-за того, что она какая-то неправильная упыриха, которая не может меняться. Да, она хочет быть взрослой, красивой, как все. Внутренне она изменилась, выросла, а внешне так и оставалась этой маленькой девочкой. Тоже вот тематика неправильного перехода из одного состояния в другое. Там очень много таких моментов, которые, ну, вообще, как бы, да. Вот. Вот такие дела. Знакомьтесь с Джо Блэк, про это я даже говорить не буду, потому что это очень глубокий фильм, и лучше вам посмотреть самостоятельно. Тем более, что я его смотрел давно и не хотел бы там ошибиться в каких-то деталях, в мелочах. Но фильм на меня произвел неизгладимое впечатление, очень всем советую. Знакомьтесь с Джо Блэк. Ну, тема Кощея и всего этого, да, вроде бы умершего, но нет, это тематика смерти. Почему тематика смерти может быть ошибочной? Потому что нельзя есть мертвое животное, которое умерло само. Это неправильная пища, неправильная еда. А кто у нас там неправильной пищей питается? Волки да вороны. Ну, в смысле, вот эти шакалы, да, трупоеды, санитары леса, грифы. Символика скорпиона — это не просто орел, как принято, да, это гриф. Гриф, который стервятник. Вот, он съедает то, что нормальным, правильным людям есть нельзя, потому что там трупный яд. Они трупного яда не боятся, у них иммунитет к этому делу. Точно так же, как и скорпионы, они хранители яда. Вот тематика яда — это что-то неправильное, что может тебя убить неправильным, невидимым способом. Вот. Тематика ошибок и прохождение этих ошибок раз за разом, избавление себя от неправильных действий для того, чтобы продвинуться дальше. Если вы смотрели «Грань будущего», он же умирал там много-много раз. Там тематика смерти чуть ли не в каждой секунде фильма. Он постоянно там умирает тысячами разных способов. Вот. Но каждая смерть приводит его к тому, что теперь он научается на свои ошибки, и в следующий раз при повторении того же действия он уже не умирал, он проходил чуть-чуть дальше. Так вот, смерть — это неправильное действие, от которого мы должны избавиться, чтобы не совершать больше таких ошибок. Скорпионы указывают нам на неправильность наших действий. Их слова очень ядовиты, очень обидны, жалят, ранят в самое сердце и не дают спать. Вот. Скорпионов очень не любят, хотя они нужны для того, чтобы указывать другим людям на неправильность действий. Кто у нас правильный учитель? Правильный учитель у нас отец, который учит, как правильно жить, да, создает правила нашей жизни. Мама просто любит, папа воспитывает. И вот папа потихонечку должен переходить в иерофанта, в учителя, который учит правильному образу жизни. Иерофант, 3-й дом, это тематика шаблонов, которые работают хорошо у всех, правильно работают у всех. А вот 8-й дом, противоположная сторона зодиака, это учителя, которые учат неправильному. Это черные учителя, которые учат нас различать неправильные действия. Папа научил, как правильно, но должен встретиться в вашей жизни человек, который вам скажет: вот это не так, это не так, это не так, тут ты ошибочно делаешь. Такие, знаете, злые тренера,
которые заставляют человека не любить себя, а наоборот ненавидеть за то, что ты им постоянно тычешь в ошибки. Скорпионов очень не любят из-за того, что они такие язвительные. Язвительность им нужна для того, чтобы в самое сердце вам указать неточность ваших действий. Конечно, это обидно. Ну вот, если вам постоянно тычут, что ты делаешь не так. Но это тоже нужно. Потому что учимся мы на ошибках. Нас могут научить, как делать правильно. Но если мы знаем только, как сделать правильно, это не избавляет нас от ошибок. А от прохождения ошибки, причем такой опасной, той, которая тебя может убить, вот это тот самый экстрим 8-го дома, это близость к смерти. Близость к ошибке, которая может привести тебя к смерти. Поэтому няни берегут и указывают на неправильные действия. Что пальцы в розетку совать нельзя. Еще и ремнем добавят, да, чтобы ребенок хорошо запомнил. Мама ремнем бить не может, она должна любить. Вот такие дела, такие пироги у нас по этой карте. Какой же смысл жизни, да, у нас по этой карте? Находить ошибки, избавляться от того, что неправильно. Почему риски идут по 8-му дому? Риски — это то, что может привести тебя к краху, к смерти, да, к нищете и к смерти от голода. Это то вложение средств, которое ты делаешь неверно, неправильно. Да? Работая по 2-му дому с деньгами, мы их накапливаем. По 8-му дому мы избавляемся от денег, потому что не можем больше накапливать. Нам нужно их вкладывать грамотно. Избавление от денег, правильно, это вложение в какие-то акции, в какие-то предприятия, в какое-то действие, в чужое действие. 8-й дом — это инвестиции. Это чужие деньги, которые приходят. Понимаете? Вот, это ты избавляешься от излишков своих денег, чтобы они не умерли, а продолжали работать. Ты их вкладываешь в чужое дело. Поэтому скорпионы исключительно хороши в инвестициях. Скорпионы хороши в администрировании, в ведении чужого бизнеса, в управлении чужими деньгами. Не своими. Все, что не свое, это ошибочное. Это по 8-му дому, по смерти, если ты не должен брать. Эти деньги для тебя как бы умирают. Ты ими просто распоряжаешься. Это чужие деньги. Либо ты их отдаешь в инвестицию, либо ты принимаешь эту инвестицию и понимаешь, что это чужие деньги, ты должен как бы ими распорядиться грамотно, безошибочно. Вот. Иначе как бы ты будешь виноват. Вот такие дела. Продолжим чуть-чуть позже. Давайте мы почитаем чатик, потому как что-то я как-то отвлекся, да, вот на свои эти умозаключения, забыл про чатик. Кстати, может, кому-то будет интересно, один блогер рассказал такую фишку. Надо отписаться от канала и сразу же подписаться и нажать на колокольчик. YouTube воспринимает это как новый подписчик. Прикольно. Прикольно. Может быть. Смерть, старший аркан, провожу параллель с десяткой мечей и нахожу что-то общее в этих арканах. Допустимо вообще так считать, ведь и там идет завершение каких-либо процессов. Но смотрите, десятка мечей — это только одна из 4 сторон. Да? Каждая десятка — это маленькая смерть. Это понимание конца развития ситуации. Дальше ты как бы начинаешь уже новую, либо начинаешь управлять ситуацией, что в принципе подразумевает с твоей стороны изменение ситуации, понимаете? В любом случае десятка — это финал, в любом случае это смерть. Поэтому все десятки идут по ощущению близкому к смерти, к переходу, к метаморфозе. Вот. Дальше у нас будет это самая умеренность, да, где она? Ну вот она. И это в прямом смысле уже метаморфоза. Если смерть — это мы сначала должны освободить этот самый кубок, в который мы будем переливать что-то полезное. Убрать все лишнее, помыть посуду перед тем, как кушать. Почему мы должны помыть посуду перед тем, как кушать? Удалить остатки неправильной пищи, которая уже сгнила, скажем так. Вот. Поэтому посуду надо мыть. Вот в этой посудомойке, которая моет, да. Кстати, умеренность, это правильно, это умеренный расход воды в посудомойке. Вода расходуется крайне умеренно, крайне правильно. Не больше, не меньше, столько, сколько нужно воды берется. Тематика вот этого вот эко, да. Так, что там у нас еще?
Продвигает канал. Да, и продвигает канал. Продвигайте канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я буду только рад. Добрый вечер, пан Роман. Я с Украины, не могу найти способ, как стать спонсором. VPN. Изучите, что такое VPN. С Украины только через VPN можно. Как? Найдите человека, который вам объяснит, либо загуглите на YouTube. Я не специалист по VPN, мне это не требуется, я никогда этим не пользовался, поэтому отдельного совета дать не могу, но знаю, что людям помогает через VPN стать спонсором. У меня 13-й день рождения сегодня. Прям сегодня. С днем рождения. Поздравляю. Поздравляю с днем рождения. Катрин. Число 13 мое любимое. Аркан смерть никогда не пугал. Наоборот, интересно. С удовольствием смотрю сегодня эфир. Этот эфир мой личный маленький подарок. Короче. Поздравляю. Поздравляю. Так, супер вечер, благодарю, не зря я подготовилась с чаечком и бутиком, и бутербродом. Наливайте, наедайте, чего у вас там есть, пожалуйста, бодрящего, тонизирующего, расслабляющего, что вы там пьете, кушаете, пожалуйста. Я не против. Прелесть прямых эфиров в том, что вам удобно дома смотреть то, что я делаю, тоже дома. Кредиты больше по 6-му дому, рутина платежа. Ну, это повторяемость. Повторяемость кредита может быть, да. Но по 8-му дому кредит это чужие деньги, которые нужно правильно вкладывать. Ошибочность там невозможна, понимаете? Вот. Поэтому чужие деньги это кредиты. Кредиты что такое? Вы берете в долг чужие деньги. По определенным правилам. Неправильные действия исключаются. Иначе, вы лишитесь дома. Роман, не по теме, но все-таки, если будет вдохновение, сделайте, пожалуйста, видео по хроникам Амбера. Ох, это очень круто. Перечитываю сейчас с другим взглядом. Торошно вы сподвигли. Очень хочется услышать ваши мысли. Разбирать такие темы сложно. Я постараюсь, но не могу обещать, потому как много разных тем, и не всем интересны разборы книг на самом деле. Я вам так скажу. Ох, не помню, как канал называется. Вот жалко, что не помню. Я подписан даже вроде бы. Ох. Я постараюсь на следующем эфире сказать. Там вот женщина-таролог разбирает и книги, и фильмы. И вообще делает это интересно. Может быть, вам зайдет. Вот. Мне абсолютно не влом, что называется, прорекламировать другой канал. Поэтому общее дело делаем. Поэтому я вспомню, что за она. Может быть, кто-то помнит. У него много-много видео как раз вот по классике, по фильмам, по книгам, по произведениям. Вот если вспомните, напишите в чатик, пожалуйста. Я знаю, что многие на нее подписаны. Интересная подача там тоже. Я бы с удовольствием смотрел, если бы у меня было время. Ну да, если раньше считала, что оргазм это маленькая смерть. Тоже хорошо, да. Привет из Крыма. Крыму привет. У меня там знакомые живут, очень хорошие. Прекрасная подача информации, приятное повествование, очень интересно. Спасибо за похвалу. Привет всем. Первый раз в прямом эфире. Добро пожаловать. Чем отличается разрушение по аркану смерти от разрушения по аркану башни? Хороший вопрос. Смотрите. Разрушение по аркану башни происходит логично по мере накопления. Там неважно, правильное либо неправильное, оно происходит из-за течения времени. 10-й дом. Башня. Это Сатурн. Это битва Сатурна с Ураном. Кроноса с Ураном. Да? Кронос серпом отсек там вот что и из выступающему этому самому Урану, потому что Уран слишком долго правил, скажем так. Кронос, в свою очередь, тоже был низвергнут своим сыном Юпитером. Это тематика того самого смены поколений. Неизбежной смены поколений, просто потому что время пришло. Просто потому что накапливается, неважно, хорошее, плохое, все, что накапливается, оно влияет, там уже без разницы. Вот. А вот тема смерти, это тема разрушения из-за неправильных действий. Башня рушится, когда она слишком высокая. Это башня. Но башня может разрушиться в самом начале, если вы неправильно заложили фундамент, и на первых же 2 этажах она может накрениться, упасть. Если раствор не тот, кирпичи не такие. Вот неправильные действия — это смерть. То, что может сразу привести моментально к ошибке.
по башне моментальное не бывает. Это нам кажется, что оно случайно, так моментально молния ударила. Молния ударяет закономерно в то, что слишком высоко выросло. Понимаете? В то, что слишком длинное, слишком высокое, слишком старое. Понимаете, в чем дело? Поэтому разрушение по башне — это обновление. Разрушение с обновлением. А вот тематика смерти — это убрать из своей жизни старое, чтобы добавить правильного. Старого и неправильного, чтобы добавить правильное. Оно как бы, да, похоже. Но это похоже примерно как мягкое и теплое. Вроде бы где-то рядышком, но не надо путать мягкое с теплым. Спасибо за хороший вопрос. Добрый вечер всем. Да, крещение, именно то, что ты выдыхаешь, все, весь старый воздух после того, и после, так сказать, твоего погружения, ты на поверхности вдыхаешь новый для тебя воздух новой жизни, маленькое воскрешение. Ну да, как бы смерть всего старого и рождение чего-то нового. Там новое имя человеку дается при крещении. Вот, и вообще, вот, тематика того, что вода смывает все грехи, вода смывает все плохое. В жестком варианте как-то смерть смывает все грехи. Ну, то есть кровь смывает все грехи, да. То есть что-то такое жесткое. Бог простит. То есть мы тебя убьем, да, а там уже Бог решит, правильный там был или неправильный. Рассудит, на весах взвесит. И в любом случае, смотрите, у нас тематика восьмого дома, всего восьмого дома. Это подготовление к переходу на следующий этап, в последнюю треть зодиака. Опять вот, опять огонь, земля, воздух и вода. Опять по новому циклу. Вот у нас один цикл, первые 4 знака, второй цикл, вторые 4 знака и последние 4 знака. Вот вход в эту новую сферу, да, развитие опять заново, невозможно без того, чтобы не убрать балласт лишнее, то, что уже сейчас не нужно, то, что накопилось и становится вредным, плохим, и испортилось, то, что надо выкинуть. Вот это то, что смерть. Да, крещение именно то. Так, привет от человека, который посмотрел благодаря вашему эфиру «Матрицу». Как вам фильм зашел? «Матрица» — великолепное кино. Великолепное. Там тоже, кстати, есть тематика смерти. Там Киану Ривз, да, умер в конце первой серии, в конце первой «Матрицы». Он умер, на самом деле. Он не просто там глазки закатил. Он реально умер, чтобы возродиться. Тоже тематика смерти. А может ли быть так, что мы свои страхи можем приручить, как собаку, подружиться со страхом? Приручаем мы не собаку, приручаем мы волка. Потом он становится собакой. Понимаете? Волк умирает, собака появляется. Волк — это неправильная собака. Вот. Собака — это то, что охраняет, она служит, она выполняет наши приказы. Да? Приказы — это правила, это император, это тематика второго дома. Собаки вообще, в принципе, идут по ощущениям, если их вот так делить. Да, вот неправильные собаки, те, которые вас могут загрызть, бродячие собаки, чужие собаки. Твои собаки, которые тебя любят, которых ты воспитал, вырастил, они правильные, они вот по тельцу. Неправильные собаки по восьмому дому, чужие, бродячие, волки, дикие, те, которые тебя могут сожрать, убить, привести к твоей смерти. Вот как-то так. Тогда и страх станет более эффективным. Мы начнем двигаться не из страха, а как бы трансформируя его в энергию движения. Что-то вы усложняете, все гораздо проще. Свое, чужое. Своя собака хорошая, чужая собака плохая. Все. И там неважно, волк она или собака. А это чужая собака. Это то, что, в принципе, не должно присутствовать рядом с тобой. То, от чего нужно избавляться, отгонять. Чтобы она тебя боялась, а не ты ее. Хотя вообще тематика собак мне не очень близка. Я признаюсь, я не собачатник, я кошатник больше. Да, вот у меня тут котики. У меня 2 кота. У меня жена очень любит котов. Так что мы скорее кошатники. Люди, родившиеся 13 числа, реально трансформаторы. Режут и отсекают по-живому своей косой. Без сожаления и плача Ярославны меняют свою жизнь. Внешне мягкие, но стержень металл. Да, внешне мягкие. Стержень в самом деле металл, но это скрытый стержень. То есть человек на самом деле жесткий, только он скрыт
жестко. И вот по 8-му дому смысл жизни человека, да, это нахождение того самого правильного стержня, который держит на себе все вот эти ваши мягкие и неправильные, как бы колеблющиеся части. Человек должен быть правильным. Правило — это жесткость, поэтому у императора железные ноги, да. И вообще это символика нерушимости, каменности, таких вот правильных прямолинейных действий, да. А вот тут у нас смерть. По 8-му дому нужно избавиться от того, что мешает перейти границу. Потому что у нас на флаге? Это белая роза, эмблема жизни, правильной, светлой, духовной жизни, и черный фон. Это вот то, что неправильно, то, что может привести нас к смерти. Хаос, хаотические какие-то действия. Вот смерть владеет хаотическими действиями. Вот, неправильными как бы. Она нам подсказывает, как правильно, а как неправильно. Своим появлением. Близость к смерти, кстати, порождает в человеке острое желание жить. Поэтому 8-й дом всегда вызывает активацию 2-го дома. Да? Смерть всегда заставляет человека желать жить. Поэтому в каких-то экстремальных ситуациях люди приободряются, там у них возникает желание заняться сексом. Почему? Потому что вот эта одна линия жизни и смерти, это одно и то же, только с разных сторон. Сначала мы рождаемся, вот, а потом мы умираем. Это единый процесс. Просто мы смотрим на это с точки зрения линии развития жизни, да, линейно. А в общем это все одно, если вы учитываете все время целиком, сразу же. Вот, всю жизнь человека берете в присест, и жизнь, и смерть, оно все вместе. Вот такие дела. Поэтому по 8-му дому, по Скорпиону, по этой карте, по смерти нужно учиться, по смерти вообще нужно учиться убирать из своей жизни ошибочное, неправильное, лишнее, ядовитое. Указывать другим людям на вот это самое все. Конечно, с целью их привести к чему-то лучшему, но изначально мы должны как-то вырезать все лишнее. Чтобы рана исцелилась, нужно сначала удалить весь гной. По смерти идут гнойные хирурги. Они удаляют совсем то, что начинает отравлять твой организм. Вот твои собственные полуразложившиеся ткани нужно отрезать и удалить. Гнойных хирургов никто не любит. Почему? Потому что они ампутируют конечности. Они убивают твою руку совсем, выкидывают ее на мусорку, грубо говоря. Там, или ногу, или что там, что угодно. Вот, поэтому их очень не любят тоже, потому что они убирают то, что неправильно, то, что уже не может жить, то, что уже умерло. Вот. Антибиотики — это такое, что убивает вирусы, то есть то, что убивает жизнь, по сути. Ну, не вирусы, бактерии убивают, вернее, да. Антибиотики не убивают вирусы, антибиотики убивают бактерии. Бактерии — это тоже жизнь, но когда ее становится слишком много в вашем организме, когда вторгается чужая какая-то жизнь, какие-то чужие бактерии, да, должен кто-то быть, кто будет убивать эти самые бактерии, удалять из вашего организма то, что для вас вредно. По Скорпиону идет тематика удаления отходов из человеческого организма. Тоже, кстати, то, что неправильное, то, что не переварилось, это неправильно. От этого нужно избавляться. Процессы уринизации, дефекации, вот этого всего, оно тоже происходит по 8-му дому. Вот. Так, про шапочку Гекаты мы поговорили. Люди, родившиеся 13 числа, это тоже говорили. В качестве няни также можно рассмотреть учителя, наставника, воспитателя. Нет. Няня не учит. Учит учитель. Наставник. Няня, она следит за ребенком. Вот. Она указывает ему на ошибки. Учитель, он дает правильное. Няня запрещает делать неправильное. Понимаете? Вот в чем разница. Да, 2-й и 8-й дом, это если при тематике воспитания. 2-й дом — это правильно, 8-й дом — это неправильно. Поэтому няня, няни, которые учат, это гувернантки. Понимаете? Вот. А няня, которая следит за ребенком и не позволяет ему умереть. Это кормилица, кстати, которая кормит чужого ребенка.
Грудное вскармливание матерью – это 2-й дом. Грудное вскармливание чужого ребенка с помощью кормилицы – это 8-й дом. Чужие деньги, чужая материя, чужая еда, чужое молоко. Вот. Как играет карта в негативе? Перевернутое значение. Цепляние за прошлое, понимание логического завершения чего-то, но на подсознательном уровне возвращение мысли к прошлому. Смотрите, в негативе это то, что уходит из вашей жизни. Это неправильные действия, которые вы вовремя не удалили, которые могут привести к вашей смерти, к смерти ваших денег, к смерти какого-то предмета, к смерти какой-то ситуации. Ну, то есть к исчезновению. Поэтому по перевернутому значению этой карты у нас идет финал, но без перехода, да, просто вот умирает, уходит из вашего мира, но вам от этого лучше не становится. Вот, понимаете? Когда вам вырывают зуб, но здоровый, ошибочные действия, назад зуб вставить уже нельзя. Вот врач ошибся по смерти, перевернутая смерть, это когда врач вырывает не тот зуб. Понимаете? Все, назад уже ставить нельзя. Вот как-то так. Поэтому перевернутая карта — это те же самые действия, только в негативе. Избавление от чего-то, но неправильное избавление. Либо не до конца, либо с избытком, неумеренно. Вот когда человек начинает избавляться от чего-то, он рано или поздно задумывается об умеренности. Хватит уже выбрасывать. Или, может быть, еще немного выбросить. Да? Хватит уже худеть, избавляться от лишнего жира. Или как бы недостаточно. И тут, если вы неправильно прошли умеренность, можно и в зависимость по дьяволу попасть. Но если вы правильно прошли умеренность, худеете умеренно, медленно, тогда у вас все будет хорошо, и вы будете действовать так, как вам хочется. Будете сам хозяин своим собственным желанием. Будете чувствовать, что вы привязаны к материальной жизни, но привязаны так, как вам хочется. Вот. Перевернутая смерть — это может быть реальная смерть, которую вы не планировали, да, то есть избавление от чего-то такого, от чего бы вам не хотелось бы избавляться. А приходится. Ну вот, это риски, финансовые риски, которые в самом деле, ну, отыграли. То есть в самом деле то, на что вы рассчитывали, что возможно этого не будет, на самом деле случается. Не хотелось бы, но потери денег, потери времени, потери другого человека, когда человек уходит из вашей жизни совсем. Либо человек меняется до такой степени, что становится другим человеком, и вы понимаете, что все, человек изменился, он уже стал другим. Тот прежний умер, а этот совсем другой. Это трансформация, которая вас не устраивает. Вот. Это человек, который был полным, добрым таким, да, а потом стал худым, поджарым и при этом злым, с таким характером, знаете, гадким, да, то, что он все время голодный, ему все время хочется кушать, да, и он все время брюзжит, он все время там жалуется, вот. Вот. Избавление от сигарет, допустим, да, человек, когда бросает курить, он становится раздражительным, злым, он неправильно ведет себя, он становится таким, вот, что думаешь, боже, ну зачем? Ты же когда курил, был такой добрый, хороший, да? А вот сейчас у тебя нет сигарет, и с тобой разговаривать невозможно. Кто ты такой, что ты сделал с моим знакомым, а? Вот, как-то так. В общем, это такое переход, который вас не устраивает. Когда вы выбрасываете то, что вам не хочется выбрасывать, но приходится, и вам очень-очень жалко. Татьяна пишет, этот аркан вышел на переход границы в Польшу. Да, смерть — это всегда переход из одного состояния в другое, из одного мира в другой. Только по смерти вы уже вряд ли вернетесь. Если вернетесь, то уже другим человеком. Этот переход вас изменит, максимально изменит. Вы выбросите из своей жизни то, что для вас было плохо, вредно. Если по прямой карте. По перевернутой карте вы выбросите из жизни то, что вам дорого. Друзей, знакомых, расстаетесь с прошлой жизнью совсем. Вот, и там же не все было плохое, там же много было хорошего. Вот временами как бы надо выбросить и хорошее. Приходится, ну а куда деваться, что делать?
Как всадники Саурона из «Властелина колец». Это по поводу Дикой охоты. Да. Всадники Саурона — это вот те самые, которые умерли, но не умерли. Вот, это те, которые неправильно властвовали. Там было 9 королей, да. И вот они были правильными императорами, да. 9 королей. А когда перешли к Саурону, изменились, стали неправильными. Вот. И клинки у них, если вы помните, они были ядовитыми, да, там Фродо ранили в плечо в какой-то момент, осколок там остался, яд, и вот он постоянно, вот, то есть назад вернуться было нельзя, эта рана у Фродо болела все время, ну, какие-то моменты, да, то есть вылечиться полностью нельзя было, то есть это вот те действия, которые делать нельзя, ни в коем случае. Татьяна, я вам больше скажу, он у Путина выпадает постоянно. Я не знаю, что там у Путина выпадает, можно ли это вставить назад. Давайте об этом говорить не будем. Политика — такое дело. В приличном обществе о политике не говорят, я временами срываюсь. Вот, вы меня поправляйте, пожалуйста, если я вдруг затрону тему политики. Вы мне скажите: пан Роман, вы обещали про политику не говорить, это гнилое дело. Так, мне кажется, не надо заморачиваться. Это трансформация в случае, если это не физическая смерть. Ну да, это трансформация, но это начало трансформации. Трансформация идет по 8-му дому. В трансформации участвуют как минимум 2 аркана. Это смерть и умеренность. Со смертью мы выплескиваем все лишнее. По умеренности мы заполняем уже истинным, светлым, правильным то, что нужно, новую форму. Вот. Для того, чтобы правильно заполнить новую форму, из этой формы нужно выплеснуть, избавиться, убрать из своей жизни, умертвить все старое, то, что нам мешает. Заполнить новое, чистой, светлой там, энергией, чем угодно. Прекрасный фильм. Я плохого советовать не буду. Фонтан очень тяжелый. Да, сейчас о Фонтане поговорим. Очень тяжелый, очень крутой фильм. Очень крутой фильм. Философский. Наверное, с первого раза его не понять. Я вам так скажу. Его из первого, со второго, из 22-го, из 322-го раза его не понять. Его не надо понимать. Его надо смотреть. Его надо смотреть и чувствовать. Давайте, раз уж про Фонтан заговорили, давайте его вспомним. Ой, что это я тут себе... Что-то я нажал, у меня все исчезло. А, нет, все нормально. Сколько там, кстати, у нас народу на эфире? 100 человек. Хорошо, приятно. Сотенку взяли сегодня. Ставьте лайки, там, комменты, все это. Ну, вы знаете, что надо делать на YouTube, что я вас учить буду. Собственно. Фонтан. Великолепное кино. Настоятельно рекомендую всем. Даррен Аронофски. Фонтан. Еще есть вариация «Источник». Но тут сложно сказать. Там масса, просто масса символов. Символика очень богатая. Вообще Аронофский на этом деле собаку съел. Вот. И не одну, я так подозреваю. Вот, поэтому там и есть и тематика императрицы, и тематика рыцаря, тематика колесницы. Там есть тематика поиска истины. Ой, там столько всего. Там есть тематика и рыцаря с огненным мечом. Не столько рыцаря, сколько стражника, охрана входа в рай, скажем так, да, в утраченный рай, в Эдем. Вот. Ох. То есть тот самый Люцифер, да, с пылающим факелом. Есть тематика мирового древа, конечно же. Куда ж без этого. Причем оно тут интересно так в кружке, да. И оно вообще такое нарисовано в виде круглого дерева. Там есть корни, там есть все. Там есть тематика прорастания и возобновления постоянно этого дерева. Тут надо сказать, что тематика мирового древа, она присутствует во многих религиях. Но в какой религии она особенно круто присутствует, это, конечно, скандинавская мифология. Один и вообще Игдрасиль, да, ясень, вот этот мировой ясень, название Игдрасиль это, я не вспомню точно, что-то связанное с тем, что Один ехал на нем в ад, да. Это то, на чем скачут в ад. Что это? Так, секундочку, тут у меня чуть-чуть все мелькает, мерцает. Но просто вспомнить
Мировое древо. Буквально недавно у нас была лекция по этой карте. Мировое древо, вот тот самый Игдрасиль. Ветви соотносятся с небом, корни с подземным миром. То есть это весь мир вообще. Существование всего. Мировая система, понимание того, как оно все происходит. Вот Один скакал на этом дереве как бы в самый ад. Вот. Очень крутая тематика. Мне нравится вот как тут изображено это мировое древо. Оно на самом деле круглое. Все прошлое, которое сходится, все пути всех людей, с которыми мы знакомы в данную секунду, сходятся в одну точку в существовании сейчас, в тот самый миг, о котором, в тот самый момент сейчас, о котором говорит Экхарт Толле. Тот самый момент самоосознания, момент пребывания в текущей секунде, да? Осознанность. Осознанность — это пребывание в данную секунду в мире, осознание этого мира. Вот, это нужно постоянно держать его у себя в голове. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Он миг — это наш материальный мир. Мидгард, да, мир, в котором живут люди, ну и, собственно, есть еще там разные другие товарищи, которые живут в разных других мирах, всякие боги, ваны, асы, ледяные гиганты, и вот это вот весь этот кавардак, он существует объединенно вместе. Один мог путешествовать по всему этому дереву, это дерево и есть наш мир, скажем так, если вообще так говорить. Вот. Очень крутая тема, и в Скандинавии это прям вот они по полной программе эту тему проработали. Я вам очень советую окунуться в скандинавскую мифологию. Там очень много произведений основано у того же Толкина, да, у того же Аронофски. Очень много, где вот всплывает тематика и отца, такого вот бога, да, и дерева, которое нужно посадить. Вот. И вот и есть вот эта мировая система, будущее в виде ветвей, прошлое в виде корней. Очень крутое кино. И тематика восьмого дома идет по этому фильму какая? И есть главный герой, он в 3 разных ипостасях, и показано, как меняется, да, вот этот человек. Тематика смерти. Главная героиня больна смертельной болезнью. Он врач, он пытается найти лекарство от смерти. Вот. Он же рыцарь, который поклялся своей королеве найти исцеление, да, вот тот сок того самого дерева, который дает бессмертие. Вот. Он же человек, который летит вот на этом мировом древе, да, как отшельник, один сам, окруженный только этим деревом, летит к тайнам познания, к той самой мифической звезде. В общем, это очень-очень круто. Это надо смотреть. Объяснить это нельзя, но фильм основной сюжетной своей линии держит поиск избавления от смерти мужчиной для своей женщины. Он пытается спасти ее от смерти. Она эту смерть принимает как неизбежное, как понимание того, что все мы умрем. Пытается дать ему понять, что ты должен отказаться от неправильных действий. Ты должен провести со мной больше времени, просто чтобы мы больше смогли узнать друг друга и прочее, прочее, прочее. Пойдем со мной гулять. Зачем ты вот? Я не могу, я должен заниматься работой, чтобы тебя спасти. Нет, лучше просто побудь со мной побольше, и будет уже хорошо. И вот как человек приходит к пониманию того, что это правильно. Это очень тяжелое кино, очень крутое, очень тяжелое, но там настолько все правильно расставлено по своим местам, что понимать его не надо. Его надо смотреть и чувствовать. Вот тогда вы поймете. 2, 3, 4 раза. Посмотрите, однажды оно вам попадет в настроение, однажды вы уловите. Вот, его надо просто смотреть. Очень крутое кино. Вот, такие дела. Так, что у нас еще там за вопросы? Давайте продолжим. Продолжим скакать по чатику. Фильм «Фонтан» философский. Да, философский. Ага.
Так. Ой, слушайте, много, как вы написали всего. Так, вот, нашел. Прекрасный фильм. Там про упырей. Говорят, не упырей, а красивых мужчин. Ну, красивый-то он, может, красивый, я так понял, это про этого самого, про интервью с вампиром. Ну да, но они как это, мертвенькие. Мертвенькие они. То есть, в принципе, они бы должны поменяться, дальше перейти. Они все никак, все топчутся на одном месте и страдают от этого. От того, что кто страдает, кто нет. Кто смог измениться, адаптироваться к новому миру, тот как бы продолжает жить. А тот, кто не смог, да, вот этот вот, как там второго-то божечки, там, Брэд Питт, да, и вот как этого товарища, и Том Круз, господи, да, это же он же и есть, Том Кукуруз, да. Вот. Вот герой Тома Круза, да, он не мог меняться, вот, и как бы остался таким старым дряхлым вампиром. Я вам концовку фильма рассказывать не буду, да? Если вы не смотрели, то гляньте. А вот Брэд Питт, он был более человечный, он понимал, как нужно меняться, он более правильно себя вел, поэтому он как бы продолжал такое, ну, условное существование. Симпатичное, да, но мертвенькие, холодные, противные. Упыри, одно слово. Как проигрывается смерть на характеристику человека? А вы пощупайте саму карту. На характеристику человека, ну вот проигрывается примерно так, как я вам рассказываю уже целый час. Человек указывает на ошибки, человек удаляет из своей жизни все, что не попадя. Хорошо, если правильно удаляет из своей жизни, удаляет из чужой жизни человека. Помогает другим людям находить ошибки и избегать ошибочных действий. Помогает другим людям с их проблемами. Порой у него свои накапливаются проблемы, а он все заботится о других людях. Телец, он заботится о себе, Скорпион заботится о ком-то другом, помогает ему разобраться с его деньгами. Это вот администраторы, это консультанты, которые прям в прямом смысле делают за другого человека что-то. Вот такие помогаторы, которые нам в первую очередь тычут в ошибки. Так нельзя, так не делай. Вот вам характер человека. Тот, кто вам постоянно указывает на ваши ошибки, ну, конечно, по разным причинам может быть. Но вот смерть — это если он хочет заставить вас перестать так делать. Есть люди, которые указывают вам на ваши ошибки и пытаются за ваш счет возвыситься из-за этого. Указывают нам на ошибки, чтобы показать, вот ты неправильно сделал, а я делаю правильно. И я молодец, ха-ха-ха. Да? Это неправильно. Правильно это указать на ошибку, чтобы человек перестал так делать, осознал и изменился в лучшую сторону. Вот это правильная смерть. Смерть второй напоминает логику игры Dark Souls. Ой, я эти Dark Souls игры терпеть не могу, они сложные. Там постоянно умираешь, да, чтобы в конце концов пройти, чтобы избавиться от неправильных действий. Ну тут вы верно уловили, да, Dark Souls игры, я вот их не очень люблю, там очень напрягаться нужно. Там нужно действовать только правильно, там нет права на ошибку. Это вот такие предельно критичные к себе люди могут играть в Dark Souls. Я что-то не очень. Это хардкорно слишком. К какому аркану можно привязать высшие силы? Иерофант, смерть, страшный суд или что-то другое? Не знаю. Не подскажу. Высшие силы? Да ко всему можно привязать. Солнце. Первое, что мне в голову приходит, это солнце. Если они заботятся о нас. Вот. Башня — это высшие силы, которые внезапно на нас действуют, но потому что у нас просто, ну, время пришло, да. Разные карты могут быть. 13 февраля, 13 аркан. Да, совершенно верно. Как получается перевернутая карта в раскладе, если карты перетасовки все находятся в прямом положении, исключение 12 аркан повешен? Ну, как-то получается, вы перемешиваете карты, постоянно их переворачивая. То есть вы берете колоду. Да? Берете колоду. Я возьму Монару, допустим. Перемешиваете колоду. Потом в какой-то момент разделяете колоду на две части. Да, видно вам, да? Одну из двух частей переворачиваете, соединяете. Я уж не буду делать полностью, да? И еще раз перемешиваете. Потом опять делите на две части, переворачиваете. И так раз 10, да? И пока вы ее и так перемешиваете, и так перемешиваете. Понимаете? И тогда у вас
постепенно, там через 20, 30, 40 повторов у вас колода будет равномерно перемешана и так, и вверх-вниз ногами. Вот и все. Все очень просто. Откуда же они там берутся, эти перевернутые карты? Из-за ваших шаловливых ручек. Как получается... Получается, таролог намеренно карты тасует, перевертывает карты. Ну да, конечно. Таролог же тасует намеренно. Ну так он и переворачивает их тоже намеренно. Вы думали, там они сами как-то случайным образом? Нет. Случайности не случайны. Либо мы управляем этими случайностями, либо они управляют нами. А что за хроники Амбера? Хорошая книжка хроники Амбера. Фэнтези. Классика фэнтези. Роджер Желязный. Очень советую почитать, если вы любите фэнтези. Но если бы вы любили фэнтези, вы бы знали, что такое хроники Амбера. Так что я думаю, не знаю, зайдет вам или нет. Интересное кино. Там тоже, кстати... Ой, не кино. Кино, кстати, сериал снимают по хроникам Амбера. Я прям жду. Но боюсь, что будет примерно та же история, что с американским Ведьмаком. Такое себе. Как-то так. Сериалчик, на один раз глянуть, да, вот Ведьмак американский. Польский мне как-то больше нравился. Не знаю. По хроникам Амбера тоже снимают. Вот в хрониках Амбера очень много скандинавской мифологии, кстати. Там тоже есть и древо, там тоже есть лабиринт, там тоже есть и отец, и карлик-отшельник, и, в общем, много всего такого. Ух, много всего. Там прям такой психологическое фэнтези. Канал «Правое полушарие интроверта». Нет, не этот. Тарограф. Вот, Тарограф. Говорили про канал, где девушка разбирает... девушка, женщина. Там возраст вроде такой средний какой-то. Нормальный возраст. Тарограф канал. Загуглите, посмотрите. Там вроде много всего. Я не смотрел, честно говоря. Просто, реально времени нет. Но там человек старается и прям вам может зайти. Если что, от пана Романа привет передавайте. Может, порадуется. Не знаю. Хотя мы с ней не знакомы. Тарограф. Да. Тарограф. Вита Лаврентьева. Я не помню, как зовут. У меня с именами и фамилиями вообще никак. Я Скорпион по знаку зодиака. Поздравляю. Поздравляю и сочувствую. Вита вас хвалит и нам рекомендовала ваш канал. Что, серьезно? Она знает про меня? Круто. Привет, тем более привет передавать. Я очень рад, если меня кто-то хвалит, мне очень приятно. Это прям здорово. И рекомендовала. Здорово. Класс. Спасибо ей передайте. Я-то такой больше отшельник в делах. С коллегами я не общаюсь, я только вот со своей паствой, скажем так. Благодарю за внятный и понятный ответ. Стараемся. По башне там 2 грозы. Да неважно. 1-2. Это символика внешней угрозы. Она может быть одна, она может быть двойственной, тройственной. Тарограф Святой Лаврентьевой. Да. У меня социальное предназначение 13-й аркан. Социальное предназначение — это и есть наш смысл жизни. Человек теряет смысл жизни, если он не понимает, зачем он нужен на этом свете. Зачем? Это для кого? Для других людей. То, что вы делаете для других людей, есть ваш смысл жизни. Вот и все. Поэтому все эти матрицы судьбы, коды судьбы, лучи миссии, шмиссии, подлучи, вот это вот все кармические уроки. Зачем кармические уроки нужны? Чтобы нас научить чему-то. Научить чему? Как нам правильно жить? Правильно жить где? Среди людей. Среди себя мы сами и так правильно себе живем. А вот среди людей нужно учиться правильно жить. В этом и есть смысл жизни. Все очень просто. Поэтому по смерти делайте то, что нужно делать, все, что описывает карта. Учите других людей находить ошибки, избавляться от неправильных действий. И вот ваш смысл жизни по карте смерти. Как правильно выкинуть что-то из своей жизни, то, что вам мешает двигаться вперед. Как избавляться от лишнего веса. Как уходить от мужа, который пьет и бьет. Выкидывать его из своей жизни. Вот и весь смысл жизни. Люди что-то придумывают, какие-то матрицы судьбы, и вот это вот все.
Все очень просто. Зачем это усложнять, я вот не очень понимаю. Ну, нравится людям. Людям нравится строить системы, людям нравится усложнять вот то, что... Потому что карты Таро это просто. Но когда ты понимаешь, что это просто, становится как-то скучно. И что, это все, это так просто? Да, это так просто. Нет, давайте нарисуем себе квадрат в квадрате, в котором там будем что-то выяснять, как-то что, зачем, почему и как. В картах уже все есть. Что там рисовать еще? Это не критика, это мои такие мысли. Кому-то заходит. Кстати, если вам интересно, на самом деле, поразбираться глубже вот в своем предназначении, попытаться найти, загуглите «Матрица судьбы». Я не помню, как зовут, опять же, автора. Ну вот, там 20 с чем-то тысяч подписчиков на YouTube есть. Ну, там вот интересно для тех, кто любит веды, для тех, кто любит мантры. Правильно руки складывать в мудрах. Это вот все. Вот там канал отличный просто. Вот. Ну, наверное. Я не очень увлекаюсь этим, да. Ну, вот. Но если кому-то нравится, сходите. «Матрица судьбы», загуглите. Кому-то нужен и новый велосипед, и изобрести заново, да, как-то. Кому-то нравится по-другому взглянуть на уже привычные какие-то вещи. Я считаю, что если молоток хорошо работает, не надо прикручивать к нему гвоздодер и еще что-то. Нет, ну гвоздодер, может быть, можно, да. Но вот не надо к молотку прикручивать рулетку и лазерный уровень, чтобы правильно этим молотком стучать по гвоздю. Вот молоток, вот гвоздь, взял, забил, все. Что там? Что тут думать, трясти надо, да? Вот. Поэтому вот по смерти избавляться от всякого лишнего, от лишней шелухи. Вот. Вот у вас есть карта, все. Вот у вас есть цифра, все. Зачем цифры с картами мешать и придумывать еще какую-то, еще какие-то костыли дополнительные? Человеку нужно ходить на своих ногах, а не на костылях. Пожар собора Парижской Богоматери. Смерть как начало изменения религии или это башня начало разрушения? А кто же его знает, что там было-то на самом деле? Мы же не знаем, что там на самом деле было. Вот что на самом деле было, то и то самое. Если это ошибочные какие-то действия, которые неправильные действия, да, несоблюдение техники безопасности, там вроде из-за этого было короткое замыкание. Вот, это смерть, конечно. Вот, это то, чего повторять нельзя. Но для самого храма это не смерть, конечно, это обновление, это скорее башня. Потому что там что происходило? Там ремонт происходил. Вот та самая башня и происходила. Правильная башня — это обновление и ремонт. Вовремя. Вот. То, что он неправильно сделал, там сочетание двух карт. Там смерть и башня. Происходила башня, но из-за смерти случилась башня перевернутая. Да, вот загорелась, и то, на что никто не рассчитывал, произошло. Добрый вечер, благодарю за бесценное знание. You welcome, добро пожаловать. Выходила замуж в пятницу 13-го. Мы, кажется, тоже в пятницу выходили, только не 13-го, а 12-го. Или не в пятницу, в субботу. Я уж не помню, честно говоря. При выпадении аркана смерть можно ли предположить, что все предопределено заранее, и человек не сможет повлиять на процесс событий? Почему? Не вижу логики. Смерть подобна башне, болезненно, но жизненно необходима. Нет, про смерть и башню я уже раньше говорил. Смерть — это смерть, башня — это башня. Смерть — это ошибка, башня — это накопленное. Накопленное — то, что рухнуло под собственным весом, неважно, оно правильно или нет. Башня происходит из-за времени, смерть происходит из-за действий. Добрый вечер, добрый вечер. А по профессиям будет стрим или это лучше в астрологию? Да, берите любую профессию. Ну, астрологи, да, астрологи любят определять. Кто мне там все время что-то пишет в карман? Прошу прощения. Что-то там пишут. Нет, видео вроде нормально. Для всех открыто. Это старое сообщение. Секундочку, я выключу звук на телефоне, потому как я-то в наушниках его не слышу, но жужжит карман. Неприятно. По профессиям будет стрим? Или это лучше в астрологию? Это лучше в астрологию, потому что астрологи любят все уточнять и детализировать. Я люблю обобщать и находить какие-то общие ощущения, да, и давать именно ощущения. Любые профессии, которые позволяют избавиться от ненужного, от лишнего,
которые позволяют добавить экстрима, допустим, потому что это ошибочные действия, которые вы делаете правильно, аккуратно. Это люди, которые делают что-то неправильно, но при этом преуспевают в этом. Вот те самые экстремальщики, они делают вот этот экстрим правильно. Они приближаются к смерти, они нюхают, щупают эту смерть, да, но не впадают в нее. Но там малейшая ошибка, и раз, и все. И кирдык. Разбился о скалу. Вот. Это что еще может быть? Мусорщики, да, которые собирают наш мусор, который нам не нужен, увозят, где-то его сжигают так, чтобы он исчез из нашего мира совсем. Это, как я вот уже сказал, гнойные хирурги. Люди, которые отрезают что-то и выбрасывают. Вот. Это вообще, в принципе, могут быть... Как это называется, когда врач-диагноз, да, определяет ошибку, определяет болезнь. Вот. Болезнь — это неправильное, ошибочное, смертельное состояние организма, где мы не должны допускать до смерти. Вот. Вот такие дела, пироги. По мне, смерть — это естественное завершение. Башня — это как нарыв. Назревала вроде резко, потом бабах. Ну вот про назревала как нарыв, башня — это да. А десятка мечей — это несколько насильственный конец ситуации, например. Ну почему насильственный конец? Ну вообще по мечам везде идет насилие. Потому что насилие — это когда вы прикладываете силу. Но оно может быть хорошим, а может быть нехорошим. Насилие — это когда вас силой заставляют делать то, что вы не хотите. Но когда силой вас заставляют делать то, что правильно, да, тогда это не насилие, это просто в вашу сторону применение какого-то действия, скажем так. Да? Когда вам костоправ вправляет позвонок, это тоже как бы насилие, это силовые действия, но они полезные. Вот вроде бы больно, но полезно. Да? Насилие, как бы да, но какое оно правильное, положительное. Вот. Роман, добрый день, очень люблю ваши лекции, отличный материал, очень нравится. Спасибо, Николай. Так, это как развод. Смерть — это развод, если вы удаляете человека из своей жизни совсем и меняетесь, выходите из этого брака обновленным. Вот. Избавляйтесь от старой жизни. Выбрасываете с балкона все барахло. Вот. Зачем вам одна лыжа, если вторая сломана? Взять да выкинуть. Это хлам, который тянет нас ко дну. По карте смерти это твой выбор. А по башне происходит независимо от нас. Нет. Почему же? Смерть... Там нет тематики выбора в смерти и нет тематики выбора в башне. В башне в любом случае происходит с течением времени. Смерть в любом случае происходит просто потому, что это естественный процесс. Как-то так. Добрый вечер вам, Роман, и всем участникам стрима. Добрый вечер. Так. Секундочку. Ага. Пожалуйста, поддержите лайками, кто смотрит сейчас. Молодец. Вам не трудно, а Ютубу приятно, и пану Роману в копилочку. Не только Ютубу приятно, и мне тоже приятно. Не жмотесь на лайк, а то смотрим 100 лайков, а лайка жалко. Ну, те, кому не жалко, лайк поставят. Те, кому жалко, не поставят. Все просто. О каком фильме идет речь? Ну, не знаю, о каком вы там спрашивали. У нас их тут несколько. Так, давайте, наверное, просто вернемся к карте смерти. А то я про фильм уже перестал говорить, да, а все еще висит картинка. Смерть прекрасно описана в романе Марии Корелли «Скорбь дьявола». Там на протяжении всего романа пригодятся все 22 аркана, книге больше 100 лет. Не знаю, не читал. Если прям все 22 аркана, может быть, во многих произведениях описываются 22 старших аркана, но не многие произведения делают это красиво, правильно и гармонично. Вот, про «Скорбь дьявола» я первый раз слышу, честно говоря. Хотя вроде, ну, что-то там читал. Только пока он искал возможность ее спасти, она доживала без него. Это вы про фонтан?
Ну вот без него, да, а как еще? Фонтан, да. Фонтан Даррена Аронофски. Гуглите, смотрите прямо сегодня. Зайдет отлично. Гармонирует. Привет с Германии, Баден-Баден. Германии привет. Мы тут соседи рядышком. Там 2 часа езды нам до Дрездена. Наталья Анатольевна, все понимаю, но перевернутая смерть для меня очень тяжелая. Благодарю за совет. Ну, смерть вообще сложно понять, потому что она отсутствует в нашей жизни. Это когда нужно что-то выкинуть, на самом деле. Никому не нравится выкидывать, только тем, кто любит выкидывать. Вот скорпионы, кстати, любят выкидывать что-то из своей жизни. Смерть — это, кстати, уборщики, это клининг, да, это клининг-бизнес, когда вы убираете за человеком чужой дом, чужое имущество вымываете. Это химчистка. Вот, удалить пятна. Потому что это неправильно, это не должно здесь находиться, это нужно убрать из этого мира. Вот. Любые профессии, связанные с удалением ненужного, неправильного, с указанием ошибок. Врач-рентгенолог тоже может быть. Нахождение болезни, скрытое такое вот. Всем спасибо большое за лайки, благодарю, это поддержка для канала. Спасибо вот за комментарии такие, напоминайте. Я-то забываю о том, что нужно вот советовать там людям, говорить, ставьте лайки, там все вот это вот. Спасибо, что напоминаете. Да, вот в конце так, не буду про Тома Круза, хотя прочитаю, ладно, спойлер, так спойлер, чего уж тут делать, да. В конце концов, все, кто хотел этот фильм глянуть, уже глянули, наверное. Посмотрели. Да, вот в конце он как раз, Том Круз, оказывается за рулем машины, едет по мосту в светлое будущее, а потом по книге добивается мировой популярности. Я книгу не читал, честно говоря. Я Скорпион, и его образ очень близок. Ну, это как две стороны, да. Скорпион в самом деле Том Круз, да, а Брэд Питт, он как бы такой больше телец, он такой тонкий, ранимый, он любит жизнь, он вот хочет окунуться, он хочет быть нормальным человеком, вот. А Том Круз, он такой, да, я вампир, и чё тут, да, то есть, да, я Скорпион и горжусь этим, вот. Хроники Амбера есть в аудиокнигах, есть очень хорошая озвучка, вам понравится. Мне точно не понравится, я озвучку не люблю. Я люблю читать книги, в этом плане я, ну, сам хозяин своим эмоциям. Когда мне кто-то диктует, какую эмоцию мне нужно испытывать, а в озвучке так и есть, тогда это мне вот, что-то как... Я не могу слушать аудиокниги. Вот, если... Аудиокниги нужно слушать, если ты занимаешься какой-то тупой работой, которая не требует включения мозгов. Ну, не тупой, монотонной, допустим. Вот. Я когда гуляю, я думаю. Вот. Поэтому у меня нет времени слушать книжки, когда я гуляю. Когда я еду за рулем, я еду за рулем. Мне вот, я должен внимательно смотреть за дорогой. Вот. Это процесс такой, который требует внимания на самом деле. Вот. А когда я слушаю книжку, я погружаюсь в книжку. Я выключаюсь из режима за рулем. И, то есть, ну, я вообще, в принципе, стараюсь целиком погружаться в то занятие, которым я занимаюсь в данную секунду. Вот сейчас я с вами общаюсь, для меня вот весь мир сжался до пределов вот монитора, да, и камеры, все. Я забываю вообще время, что, где, как. Я вот вижу то, что вижу. Поэтому, если мне надо прочитать книжку, я не буду ее слушать параллельно с чем-то. Я сяду и буду читать, чтобы целиком погрузиться в ощущения. Причем моими эмоциями, а не теми эмоциями, которые мне озвучивает актер. Он же сам решает, где какую эмоцию добавить этому реплике, да? А я хочу сам. Я такой вот в этом плане человек. Я не люблю, когда мне говорят, что мне нужно испытывать какую эмоцию. Сам люблю. Сам съем. Тоже видела сериал. Канал Тарограф классный, да. Да, хороший канал. Всем советую. Загуглите канал Тарограф, вам понравится. Тоже видела про сериал по хроникам Амбера. Нет, книга непростая. Снять адекватно, мне кажется, невозможно, только испортить все. Если они будут снимать сериал каким-нибудь Амазоном, да, или HBO, где у них вот современная популярная повестка дня, да, там Black Lives Matter и прочее, свобода, равенство, братство, то они могут, ну не то чтобы, я не думаю, что они испортят книгу, да, они просто придадут
немного другой оттенок, смысловой. Борьба за равенство — это, конечно, очень хорошо и очень правильно. Я поддерживаю. Вот. Но есть вещи, которые хорошо проигрываются как раз на контрасте, а контраст — это неравенство. Поэтому тематика неравенства очень важна. И если она в книге прописана именно как неравенство, не нужно добавлять вот эту политкорректность туда, где она не нужна совсем. Вот. Политкорректность нужна в свой момент, когда говорится о равенстве. А когда говорится о различиях, нужно говорить о различиях. Зачем все выкрашивать в один монотонно серый цвет? Так, пока слушаю эфир, пролистала канал Тарограф, там нет про Амбер, к сожалению, но видео очень много, надо будет заглянуть, но там видосы по 2-3 часа. Таро не терпит суеты. Быстро только кошки родят, да, спешка важна при ловле блох, ну и вот это вот все. Поэтому, да, видосы длинные, это хорошо. Вы вообще очень переживающий, откликающийся человек, Лев Ануфриенко. Ну, это там уже вы там между собой, да, решаете что-то. Как прикольно, я в 20 километрах от Бадена живу. А эта девушка между собой тоже общаются. Ну, смотрите, мир вообще маленькая деревня, да. В наш век, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра, найти друг дружку в интернете очень просто, по интересам. Подскажите, пожалуйста, какие расклады подходят для работы с колодой Монара? Можно ли брать расклады из классической колоды Уэйта на отношения? Лучше всего подходят расклады на отношения как раз. То есть какой-нибудь вокзал для двоих, 3 карты, ну и прочее такое. Хотя, в общем, смотреть ситуацию человека кельтским крестом тоже можно. Но эта ситуация будет окрашена вот в сексуальные тона. Если вы смотрите как раз сексуальную обстановку, тогда да, окей. Все не так просто, все значительно проще. Именно. Все так, как оно есть. Смерть на Корвина похоже, черный серебром и роза серебряная на черном флаге, он тоже практически умер и переродился. Да. Корвин это как раз вот про серебряную розу. Все верно. Верно все понимаете. Тут фанаты Хроник Амбера, да? Подъехали. Отлично. Какой же он красивый, муж Анджелины, бывший. Я в мужьях не очень. Это который Брэд Питт, да? Вроде он там был женат. Ну, я не знаю, какой он красивый или нет, с моей, как бы, с мужской точки зрения, актер он хорош. Мне очень нравится, что вы все правильно упрощаете. Ну, так упрощать нужно правильно. Роман, можно узнать ваш знак зодиака? Я переходный с Водолея на Рыбы. Рыбы с большим влиянием Водолея. Если важно, асцендент Скорпионе. И еще у меня там на восходящем этом самом знаке у меня еще там Уран. В общем, много всего такого веселого и интересного. Так, что еще там дальше? Подскажите, когда высчитываешь карту рождения, складывая все цифры даты рождения, это и есть карта твоего предназначения или это просто аркан описывает твой характер? Это вот то, что делает, как ее там, не помню, как называется. Ну, в общем, матрица судьбы. Я не очень понимаю, зачем так непосредственно мешать карты с нумерологией. Не знаю, зачем так делают. Ну, делают зачем-то, нравится людям. В Ютубе есть обзор на русском языке Таро Амбера. Наберите, увидите колоду, там видеообзор на 43 минуты, там о хрониках Амбера и о колоде Таро Амбера. Я поищу, конечно, но очень я сильно сомневаюсь, что там правильно все распишут, потому что мало кто хорошо понимает. Там нужно и хроники Амбера хорошо понять, нужно знать очень хорошо скандинавскую мифологию, очень хорошо надо знать. И карты Таро надо знать хорошо. И, как правило, люди хорошо знают что-то одно из этого. Надо быть собой. Да, надо быть собой. Вы правы, я работаю над собой, а может не надо, надо быть собой. Для того, чтобы быть собой, надо над собой поработать. Скажем так. Как правило, человек по умолчанию не является самим собой. Вот становится самим собой настоящим, он в самом деле, когда над собой начинает работать. Я так думаю. Как всегда, 2 лайка с 2 аккаунтов. Спасибо.
Роман, вы как-то недавно обещали сделать эфир с темой, какие способности нужно иметь для работы с Таро. Скажите, как скоро его ждать? Я постараюсь в этот вторник. Если получится, я постараюсь выйти в эфир. Вот если я буду в состоянии, если будет время, я так чувствую, что нужны еще эфиры, что много вопросов, много людей, интересные вопросы задают все больше и больше. Вот, поэтому как-то нужно. «Скорбь дьявола» очень советую, шикарное глубокое произведение. Я сейчас погрузился глубоко с головой, как Один, в руны, поэтому у меня нет времени читать художественную литературу, к сожалению. Работаю над собой, чтобы быть собой. Такой вот каламбур. В точку. Вот тут соглашусь. У меня часто в раскладах для клиентов позиции, что он чувствует, выходит, что он хочет прекратить отношения и избавиться от них. Я бы сказал, что он хочет избавиться от неправильного чего-то. Совсем избавиться — это не то. А вот избавиться от неправильного — это да. Указать на ошибки — это да. Название «Скорбь дьявола», «Скорбь сатаны». Ну, это все про книжку. За рулем слушаю лекцию по психологии. Осуждаю. Потому что за рулем нужно на дорогу смотреть и думать о том, куда и как вы едете. Полностью погружаться в процесс. А вот это вот что-то такое легкое, поверхностное. Да, радио можно слушать. Там вот радиоведущие, они такие бла-бла-бла, ни о чем, поверхностно, так тык-тык-тык. А вот что-то глубокое, серьезное слушать нужно дома, вдумчиво, чтобы погрузить. Смотрите, в чем тут тема. Вы прям вот зацепили. Смотрите, в чем дело. Двойственность процессов. По близнецам у нас идет обработка информации, которую нам дает Меркурий, но по чуть-чуть. Да, то есть это поверхностно, разная тема, но легенькая, так как камушек по воде, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и ускакал блинчиком, да. Это можно, тогда у вас есть двойственность взглядов. Вы и машину ведете, немножко как бы, и слушаете радио, немножко как бы. Сознание у вас то там, то там, то там, то там, но по сути как бы и не там, да. Вот. Для того, чтобы действительно что-то хорошо понять, изучить глубоко, вам нужен отшельник. А отшельник — это те же самые Меркурий и Прозерпина. Но Прозерпина тут важнее, главнее. Она концентрирует, убирает все лишнее. Чтобы понять, о чем вам там говорят в книжке по психологии, вы отвлекаетесь от дороги и погружаетесь в слушание внимательной книжки, что вам там говорят. Это неправильно. Это опасно. Потому что вы можете создать аварийно опасную обстановку. Осуждаю. Не делайте так. Читайте умные книжки дома. В машине можно радио слушать или музычку. Заходит супер, а вот аудиокниги слушать не могу. Ну вот. Потому что лекция по психологии, там нет глубоких эмоций. Вот, и вы не вовлекаетесь. Но и смысла в этом тоже нет, слушать лекции по психологии, пока ведете машину. Вы их глубоко не прочувствуете, так фоново, понимаете? Вот. А в художественную литературу вы цепляетесь эмоциями и погружаетесь помимо своей воли. Поэтому плохо вести машину, поэтому вы либо туда, либо сюда. Понимаете? В одной из ваших лекций вы говорили, что можно приобрести типы раскладов, стоимость которых достигали в районе 30 евро. Напомните, пожалуйста, как это сделать. Поищите в описании к видео, либо в моих видео, как это, в описании есть или нет, не помню. Вебинар, да, можно. В описании к этому видео поищите, посмотрите, должно быть вебинар, как выбрать расклад Таро. Вы, наверное, это имеете в виду. Там 20 евро. Прекрасные люди. Где? Прекрасные люди в чате у прекрасного мастера. Ой, спасибо, очень приятственные ваши слова. Люди, вы все классные. У меня на канале плохих людей нет. Я их баню. Плохих людей на моем канале я баню без всякой... без тени сомнений. Если человек пишет гадости или там начинает сильно качать свою политику партии, объяснять другим людям, что они должны, что они не должны, я его как бы вывожу и закрываю дверь. Незачем. Мой канал, что хочу, то ворочу. Но я строг, но справедлив.
Ребят, вы читали книгу Макс Фрай «Жалобная книга»? Что скажете? Ой, я читал «Хроники Еху», да? Или как Еху. Забавно. Очень женская такая книжка. Женщинам очень хорошо заходит. Макс Фрай очень хорошо заходит женщинам. Потому что Макс Фрай — это женщина, если вы в курсе. Ну, вы в курсе, наверное, там все знают. Огромное спасибо, пан Роман, вашей жене и семье, что отпускают вас и поддерживают в работе, и то, что мы имеем вас для таких интересных стримов столько времени. Так это и есть моя работа. Я как бы стримы и консультации и лекции, это все вместе. Куда деваться, работать-то надо. Как же они меня так не отпустят? Отпустят, конечно. Я же это в холодильник мамонтов приношу. Как-то частые зрители моего канала знают, о чем там, что за мамонты. Я, Скорпион, полжизни проработал в лучевой диагностике. В точку. У Виты чат слишком мягкий и плюшевый. Не могу его читать, только слушаю ее саму. А у вас прекрасный чат. Не знаю, не сравнивал. Я в ее чате не сидел, у меня времени нет. Очень странная книга, но там и Таро... это вот, да, про там что-то соблазн дьявола, что-то такое. Смотрела я этот обзор Таро Амбера, 5 минут и выключила, не зашло. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Пан Роман, порекомендуйте, пожалуйста, литературу по рунам. Будет один из эфиров, я там порекомендую. Я как раз изучаю этот вопрос. Читайте мужчин. Я вот вам что скажу, по рунам читайте мужчин. Я женщин очень люблю и уважаю, но руны — это тематика силовая очень, энергетически силовая. Вот. Это... Ну, конечно, есть женщины с мужской волей и с мужским умением прокачать то, что они хотят. Но вообще это присуще больше мужчинам. И как бы мужчины тоньше какие-то моменты могут прояснить. Вот. Женщины, они больше могут прояснить по тому, как воспользоваться ситуацией. Правильно, грамотно. Вот. Как прочувствовать ситуацию вокруг и воспользоваться ей. А мужчины, они лучше вам скажут, как нужно продавить ситуацию под себя. Прогнуть этот мир под себя. Вот руны, они нужны для того, чтобы прогнуть этот мир под себя. Карты Таро нужны для того, чтобы прочувствовать ситуацию. Карты Таро — это очень женская тема, руны — это очень мужская тема. Поэтому меня так вот тянет в руны последнее время, потому что я чувствую, что... Чувствовать-то я чувствую, что и как, а вот сделать, вот не всегда хватает энергии, что ли. Поэтому по рунам читайте мужчин, мой вам совет. И вообще, тематика рун скандинавская, северная, она более жесткая. Там даже женщины такие более жесткие, более... не сказать мужеподобные, более равноправные с мужчинами. Вот. Северные ведьмы, они такие прям... Вот. Вы верите во всякие магические вещи, в колдунов, ведьм? Как вам сказать? Я не то, что верю, я знаю определенные вещи, которыми можно пользоваться. Верить или нет, это для тех, кто не знает. Вот они верят на слово тем, кто знает. Наверняка. Вот я знаю наверняка некоторые вещи. Некоторых не знаю. И тогда верю на слово тем людям, которые знают. Но вот определить, знает человек или нет, это сложно. А мне больше понравилась обещанная тема от Романа, про чем человек платит, начиная работать с Таро. Жду ее. Там не так много, на самом деле, умных вещей, можно сказать. Но человек платит чем-то, да, обязательно. Сделайте, пожалуйста, резюме, что все-таки есть смысл жизни по 13-му аркану, чтобы записать. Избавление от ошибочного. Все, записали? Успели? Ну вот. Это вот в 2-3 словах буквально. Короче никак. Вот резюме — это как бы сведение в точку. Избавление от ошибочного. Нахождение ошибочного, указание ошибочного, избавление этого ошибочного перед тем, как изменить человека. Это процесс подготовки к изменению, к излечению, к избавлению, к переходу. Вот. Но сначала нужно убить, выкинуть, сжечь, растоптать. Шива, бог Шива, что делает? Он разрушает. Разрушает то, что как бы
нужно это убрать, что должно уйти. Про бога Шиву я говорить сегодня не буду, хотя это, конечно, 13-й аркан, и мой самый любимый индуистский бог, это, конечно, Шива. Шел Шива по шоссе, сокрушая сущие. Вот он бог-уничтожитель. Про смерть. Когда ты умер, ты этого не знаешь. Только с твоим близким тяжело. То же самое, когда ты тупой. Да, слышал я эту шутку. Слышал, да. Вот я не могу двумя делами... Кстати, вот «Привидение», ой, или «Дух привидения», да, с Патриком Суэйзи. Старенькое кино, там еще Вупи Голдберг снималась, да. Пожалуйста, это тематика исправления ошибок. Ты не умрешь, пока не исправишь свои ошибки. Вот, ты не умрешь, пока не станет что-то правильным. Вот. Это все фильмы про привидения. Кто такой дух привидения? Тот, кто не умер, потому что неправильно как-то умер. Вот я не могу двумя делами хорошо заниматься, обязательно в одной из них как в туннель проваливаюсь. Добро пожаловать в наш клуб. Это не минус, это плюс. Просто устраивайте так, чтобы делать одно дело одновременно. Будете делать его зато очень хорошо. Это по отшельнику умение сосредоточиться на чем-то одном. Это очень полезное качество. Некоторые, наоборот, сосредоточиться не могут дольше там 20 минут на чем-то одном. Им, понимаете ли, часовое видео длинное такое, как-то что так можно говорить по одной карте так долго. Вы сосредоточитесь, поймете глубже и поймете, что говорить по одной карте можно очень долго. Сутками. Только если одно дело делательное, а другое думательное. Если оба думательные, то фиг. Ну, это как разделение процесса, да, на умное и неумное. Это как монотонное загоняется в подсознание. Например, можно вязать и что-то еще слушать. Но все равно часть сознания уходит туда, часть сознания уходит сюда. Каплю за каплей впитываю драгоценную информацию. Всем благодарен. И вам в ответ тоже спасибошки. Роман, как всегда, на высоте. Круто, благодарю за ваш труд. И вам спасибо. А я вообще тормоз, когда слушаю лекции в записи, часто ставлю паузу, чтобы обдумать, и часто прокручиваю назад. Это не тормоз, это основательность. Зато вы потом фиг это забудете. Благодарю, после эфира поищу обязательно. Поищите, пригодится. Пан Роман, что за сексистские высказывания? Ужас. Ужас. Оказывается, женщина это не женщина, а мужчина это не мужчина, да? Что значит сексистские? Я считаю, что мужчина это мужчина, женщина это женщина. Вот, это как две крайности такие. Они могут взаимодействовать, они могут развивать свои качества. Я не говорю, что женщина это плохо. Сексисты, они считают, что женщина может делать что-то плохо, хуже, чем мужчина. Ну, если разгружать вагоны с углем, то, наверное, женщина все-таки делает это хуже, чем мужчина. Другое дело, что наше время позволяет нивелировать эту разницу. Женщина может управлять вилочным погрузчиком ничуть не хуже, чем мужчина. Ну, в определенной мере, да. Там есть нюансы. Вот. Но, тем не менее, как бы есть процессы, в которых женщина на самом деле круче мужчины, там переплевывает его вообще легко. Например, выносить и родить ребенка женщина, наверное, лучше сделает, чем мужчина. Не так ли? Так что в этом плане, да, я сексист. А вот если по равенству прав, то я считаю, что, нужно давать людям равные права. Вот осилят или нет, это уже их вопрос, это уже другой вопрос. Хочешь носить шпалы? Пожалуйста. Вот. Хочешь воспитывать детей? Пожалуйста. Но там, где нужно кормить грудью, давайте будем сексистами. Ой, вы меня прям наругали, аж стыдно теперь стало. Но тот дядька, который я слушаю, он не очень глубокий, там больше стендап о психологии, не очень познавательно. Ну есть такой вот легкомысленное, ха-ха-хи-хи, тогда можно. Так вот. Хотя лучше, я не знаю, я музыку люблю слушать за рулем. Руны тоже интересная тема, хотя бы на каком-то общем уровне. Я вам скажу, там есть очень глубокий уровень в рунах. На самом деле, ничуть не меньше, чем в Таро. Главное докопаться. Спасибо, огромная лекция замечательная. Чем больше познаю, тем больше вопросов возникает. Жду новых встреч. Это нормально. Кто там сказал из мудрых? Я постоянно забываю имена, фамилии. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, как мало я знаю.
Просто чем умнее вы становитесь, тем больше информации вы видите. Выход какой-то информации дает вам расширение вашего взгляда, и вы замечаете еще что-то, и вы знаете, что вот, оказывается, я это не знаю, еще и это, и это. Погружаетесь еще во что-то, это приводит вам новые данные о том, что вы не знаете еще. И это постоянный процесс. Поэтому как бы признаваться в том, что вы что-то не знаете, это нормально. Вот. Все знать нельзя. Голова лопнет. Силовая тематика рун. Но они настолько стали ко мне приходить во снах, начал изучать и как будто все знаю, а руны на ура зашли и пользуюсь. Чувствую, что и когда и зачем продавливать. Вот именно. Вот именно. С радостью включусь в эфир о рунах. Ага. Но, во-первых, я должен глубже тему копнуть, потому как так вот с нахрапа, дорогой товарищ посол, такие вопросы не решаются. Мне нужно изучить, что к чему. Вот. Тогда уже какой-то свой первый взгляд на руны можно и озвучить, кстати. Слушайте, это хорошая идея для эфиров, а? Первый взгляд на руны от таролога. Прикольно будет. Прошу, подскажите, пожалуйста, как трактовать 13-й аркан на вопрос, как мужчина относится к женщине? Как к опасной ситуации, которая может повлечь за собой что угодно. Вплоть до проблем. Это женщина, которая ведет себя неправильно. И это может быть очень интересно. Не так, как все. Нарушает правила. Это такой экстрим. Как-то вот так. Ну, вообще, надо смотреть по ситуации, по людям, по характерам. Это вот... Это то, что мне пришло в голову сразу, хотя там может быть абсолютно другая ситуация. Благодарю за четкость и ясность. Так приятно вас слушать. Так интересно, что забываешь о времени процветания вашему каналу. Забываешь о времени. Надо закругляться. Слушайте, ё-моё, 2 часа уже. Роман, возможен ли эфир с темой, как правильно консультировать по таро для тарологов? Очень хотелось бы. Надо подумать, надо подумать. После прошлых эфиров я пошла читать про руны, даже не буду в это ввязываться. Руны, я так поняла, дают, но потом с тебя возьмут втройне. Кто боится потерять, тот ничего не получит. Волков боятся в лес не ходить. И т.д. и т.п. Ну, хотя каждый человек сам чувствует, на что он подписывается, а на что нет. Тут как бы надо понимать, что если вы достаточно сильны, если у вас достаточно много желаний, чтобы окунуться в эту тему, тогда окей. Вот. Я слушаю аудиокниги, когда готовлю или шью, это я делаю на автомате, мозг погружен в книгу, мне не мешает. Это да, можно. Но если вы хотите серьезно изучать какой-то вопрос, то как бы любое фоновое занятие все равно отвлекает, немного мешает. Поэтому если читаете книгу, чтобы хорошо запомнить и изучить, понять, тогда лучше сядьте и читайте. А если что-то такое вот развлекательное, массовое, тили-тили тролливали, вполне можно и подготовку, и под вязание, и под что угодно. Так, не хватает общения единомышленников, у вас нет какого-то чата и клуба, где можно общаться на тему Таро и обсуждать какие-то моменты. В тележке, в Телеграме. В описании к видео есть Телеграм. Там можно задавать вопросы, люди отвечают. В основном Telegram нужен для того, чтобы люди не пропускали эфиры. Но там как-то так, вроде ничешно, вроде даже и вопросы можно задавать. Да, общий чат бы очень пригодился. В телеге, в Телеграме. В описании к этому видео и на шапке канала есть ссылочка на Телеграм-канал. Ахаха, не лучше она это сделает, а мужчины нет. А, не лучше. Она это сделает, а мужчина нет. Вот об чем и речь. Об чем и речь. Ну, насчет кормления грудью вы, пан Роман, классно отказались. Принято. Я же говорю, тут я с женщиной тягаться не буду. Пан Роман, все познавательно. Благодарю. Вам спасибо за внимание. Ваша подача инфы просто изумительно доходит. До того у меня не получалось. Ну, хорошо, хорошо. Значит, не зря мы тут собираемся. Роман, при консультации с клиентом вы смягчаете негативную информацию или нет? Я стараюсь ее сообщить так, чтобы человек ее понял. Но не так, что подумаешь, фигня какая, да? То есть, ну, надо сообщать как-то. Я ее сообщаю так, как я ее чувствую. Вот. Благодарю за ответы, все как всегда круто и интересно. Ну, вопросы интересные были. Будут интересные вопросы, будут интересные ответы. Оно примерно так работает. Роман, неоднозначно ответили про магию. А если вы это увидели при раскладе, что советуете клиенту? В этом плане? Так вы так и спрашиваете. Вы как спросили, я так и ответил.
Да, да, бывает влияние воздействия, бывает, если там все зависит от того, верит в это человек или нет. Если человек верит, на него это влияет сильно. Если нет, то как бы об этом и речь особо и не заходит. Но если я вижу какое-то воздействие, я сообщаю человеку. Что ему там дальше делать с этим, он пусть решает сам. Вот, потому что таролог — это диагност. Он понимает ситуацию и сообщает, что надо сделать. Если человек хочет конкретно какие-то провести обеззараживающие антимагические действия, нужно идти к специалисту по вот этой всей, по рунной защите, по деревенской магии, по этому всему такому прочему. Я не маг, я таролог, поэтому как бы вот я в активную хирургию не лезу. Вот, я только сканирую и поясняю, что к чему. Вот. А изучу руны, ну, наверное, начну немножко как бы и влиять на ситуацию. Надо телегу раскачать, может активнее общаться там, если пан Роман не против. Да не против, пожалуйста. У меня просто не всегда хватает времени вам там отвечать, поэтому некоторые вопросы мной остаются без ответа. Если другие будут не против вам ответить, да пожалуйста. В телеге, может, не так удобно общаться, но тем не менее это хоть какой-то чат. Пан Роман, какое состояние вы используете при консультации? Абстрагируетесь или наоборот включаетесь? От своей ситуации абстрагируюсь, включаю ситуацию клиента. Да, вот забыл насчет 13-го аркана. Это негатив на человеке. Если смотришь негативное воздействие, это когда у него пытаются... Ну, я не особый любитель, не особый знаток именно вот какого типа негативное воздействие, да, я не по негативу, я по нормальной жизни, по нормальным проблемам человеческим, да, советую, что и как. Ну, смерть это бывает, да, такие вот воздействия, как бы, которые ведут человека к ошибочным действиям, к болезням, к этому такому вот всему прочему. Это такая, если магия, то магия жесткая, магия неприятная, очень болезненная, и там уже нужен специалист. Я бы посоветовал, если прям воздействие такое, вот я бы посоветовал, конечно, идти к какому-то узкому специалисту, который там чистит, портит и вот это вот все. Вот. Это без сарказма, это просто с юмором, скажем так. Мне 25 лет назад астролог сказал, что мне подходит гадать на Таро. Может быть такое в астрологии. А почему ж не может? Гадание на Таро — это умение включиться в ситуацию человека и посмотреть своими глазами его ситуацию. Это как бы вполне может быть, да. Только сегодня подписалась, к сожалению, эфир пропустила. В записи будет эфир, не волнуйтесь. А что с рунами не так? Какая обратка может быть? Да какая угодно, разная может быть. Я пока этот вопрос не глубоко изучил, но в принципе, когда человек меняется, начиная менять себя, давайте это будет тема другого эфира, да, как руны, как карты Таро, магия, шмагия, как меняет человека, почему, зачем и как, и надо ли. Дайте ссылку на телегу, плиз. Подождите. Сейчас. Где-то ж оно там должно быть. Или нету? Сейчас, секундочку. Вот вам ссылка на телегу. Туда пишитесь. Там будет. Я что-то не сообразил, что сразу можно туда. Это самое. Там 800 с лишним человек, что-то такое. То есть направлено на человека специально. А это уже это в зависимости от ситуации, от расклада. Не подскажу. Чищу, порчу, все такое. Обращайтесь. Ну вот. Там человек есть специалист. Смерть — это 8-й дом. Значит ли, что все восьмерки относятся к смерти с умеренности? Сложно, непонятно. Ладно, давайте заканчивать, потому как у меня уже горло начинает сдавать. Вот. Горло начинает сдавать, все-таки как бы я еще не до конца выздоровел, поэтому давайте закругляться на сегодня. Запись эфира будет, конечно. Спасибо всем за интересные вопросы.
Подписывайтесь там в спонсоры, будете помогать мне вести каналы, это очень круто. Вот, так что как-то так. Кому нужна консультация, как меня найти, вы знаете. Вот. Ну и увидимся с вами. Я надеюсь, что во вторник я постараюсь что-нибудь придумать. Вот если получится, то я постараюсь быть во вторник в эфире. Вот. Как-то так. Как-то так. Добренько. Добренько. Будем прощаться. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Спасибо за эфир. Был рад с вами пообщаться.